Всем здравствуйте! Добро пожаловать на канал Леона Кики. С вами Элеонора Юрьевна и наше мимолетное возвращение в The Outer Worlds 2 перед моим отпуском. Вот, все никак не могу дойти до этой игры, а с тем учетом, что еще и февраль забит релизами и заказами, то в The Outer Worlds я вообще не знаю, когда мы вернемся в следующий раз. Ну, поиграем. Так, здесь не видно чат, да? Здесь не видно чат. Ну-ка, чат, плюсаните, пожалуйста. О, все, вижу. О, мы его призвали, смотрите-ка. Эль, почему в интернете все жопки по исканию, никто не хочет спорить? Я там чуть накидывал по твоим новостям, а все попукали и слились. Не знаю, малыш, не знаю, что там такое. Почему они не хотят с тобой спорить? Для меня это загадка. Так. Все, да, все запустилось. Но мне горло, конечно, першит. Неприятненько так. Персональная рекомендация по игре. Если вдруг возникнет желание продолжить и пройти до конца, поставь моды на прокачку, чтобы чуть попроще было. Моды на прокачку? А что там, что там дается? Я что-то не в курсе. Я не в теме. Вот. Мне, кстати, Джешточка еще предлагала, есть ИИшный русификатор с озвучкой на The Outer World. Вот. Но у меня что-то это... Я-то и человеческую озвучку часто стала засирать, поэтому мне прям трудно будет с ИИшной. Вообще, кстати, я удивлена, что данная игра считается провальной в прошлом году. Она на самом-то деле очень хорошая, достаточно интересная. Вот, но почему она оказалась провальной, это прям загадка. Так, мне бы загрузить сохранение. При левелапе очень мало очков навыков дают и способностей. Так в этом же и суть, чтобы ты выбирал, типа, что ты будешь прокачивать, нет? Так. Мы прилетели на новую планету, насколько я помню. Это новая планета вроде как. Или нет, или да. Или нет, или да. Да, это новая. Так, а нам надо спуститься вниз. А как? Как спуститься вниз? Это должна быть милость матриарха. Любят они свою королевскую семью, да? Так, а еще у меня что-то с сенсой. Подождите-ка. Во, вот так должно быть поприятней. Хотя нет, сильно. Так, ладно. Я думаю, мы привыкнем. Я привыкну. Ой. Я, кстати, хотела вам столько всего рассказать, обсудить. Короче, вчера у девочки одной на стриме увидела, она смотрела видосики, короче, девочки, такая, она, знаете, вся такая тю-тю-тю, такая милая, прям милашка. Вот, знаете, настолько милашка, что прям аж блевать хочется. Вот, и у нее прям, но при этом, как бы, ее смотреть можно. Но у нее столько уменьшительно-ласкательных слов, и я такая думаю, блин, а у меня же тоже очень часто такое бывает, что я там, ой, типа, привет, Сержичек, привет, Лешенька, привет, там, псишочек, писюшочек, да, там вот это все. Я думаю, насколько это вообще нормально слушаться от меня, хотя у меня, мне кажется, не постоянно такое, поэтому вроде как ок. Пассажир, ваше терпение достойно похвалы. Продолжайте тихо ждать прибытия следующего куникулера. А ты на меня нападешь, если я пройду дальше? Вскрытие замков. Давай. Ой, здесь автоматически, да, взлом? Ой, шикарно, спасибо. Спасибо. Так, кто тут? Что тут? Это что, студия вебкама? Что здесь вообще происходит? Так, тезбольная карточка, канистра, магниты, пружины, шестерни. Отлично, забираем. Господи, испугалась. Помнишь, у нас тут обзор на Акалит заказали? Да? Это, наверное, Лакич кидал.
Есть вероятность, что придется скипнуть. Там же Дисней, кадры 100% из фильма будут, так что нафиг лучше фильмы. Не, кадры не считаются. Ну, типа, мы же будем смотреть обзор. YouTube же не забанил этот обзор, соответственно, меня-то что банить? Другое дело, если мы будем смотреть прям сериал. Это другое. Так, что, еще что-нибудь есть? Что, серьезно, больше ничего нет? Странно. Уменьшительное не твой стиль. Твое это ты чё, пес? Нет, ну, кстати, я очень редко так говорю. Только если меня кто-то выбесит вроде, не? Похоже, до войны эта станция была прямо что-то с чем-то. Если обстановка будет накаляться, на этом ее история и закончится. Так. Я пытаюсь понять. Мне картинку разрывает на мониторе. Тут нельзя в другую сторону, да? Давай попробуем без ограничений. Да ядрить твою налево. Ну... Легче не стало, если честно. Да, все равно эта полоска есть. Капец. А что за игра? Это РПГ. Вторая часть The Outer World. С открытым миром, лутингом, отыгрыванием ролей и всякое такое. О, нормалек, да? То есть вертикалочка мне починила это. Окей. Нам срочно нужен новый модик. Я смотрю, у вас денег много, да? Почему World, если оно Worlds? Потому что мне впадло S договаривать. Подойдет такая отмазка? Внимание, пассажиры, вы опаздываете на свой куникулер на 21 тысячу часов. В будущем внимательнее относитесь к расписанию. Понимаю. Понимаю. Так, ну тут вроде больше ничего не полутать, да? Блин, такие рычаги сделали, как будто их вот прям открыть надо. Но оно не открывается. Ладно. Куникулер? Ну, куникулер, да. Где весь лут? Ну, мы потихонечку пока идем, привыкаем. Сейчас полутаем, все, не переживай. Сейчас я вспомню, как играть в эту игру. Я помню, что здесь надо каждую эту самую обыскивать для лута. Здесь есть всякие секретки. Я прокачала всякие штуки для того, чтобы секретки находить. Вот. Поэтому все должно быть чики-пуки. Ради Аркадии мы пойдем на любые жертвы. Так подписано панно, на создании которого у целой команды творцов ушло 6 лет. Создать его приказал сам суверен, дабы увековечить величие Аркадии. Оригинальную работу признали слишком прекрасной, чтобы оставлять в одном месте. В конце концов было принято решение создать копии панно и разместить их на станциях куникулеров по всей Золотой Гряде. Каждая копия содержит фрагмент великолепного оригинала, что позволяет всем подданным прикоснуться к шедевру. Поняла. Так. Да, что-то тут лутика как-то вот прям маловатенько. Прям очень именно маловато. Ой, там, кстати, разрыв какой-то. Но я так понимаю, мне в разрывы сейчас еще нельзя ходить. Они меня убивают. Так, а вот здесь что? А здесь что? А что здесь?
Здорово, агент, спасибо большое. Значит, личный 3D-принтер повар. Ну да, а как? Ты сам сказал, что ты личный повар. Мне предложили услуги, хотели тебя заменить. Говорят, если хочешь, мы можем тебе распечатать фигурки. Ты хочешь, чтобы я тебя заменила или что? Так, это что такое? Чай эталон, давай. Тут прятались люди, интересно, сколько они продержались. Пожалуй, об этом лучше не думать. Так, товары. Обходной шунт. Обезболивающее средство, ледяная граната, плазменная граната. Так, магничка. Давай, наверное, купим. Так, это патроны. А это что, электрический стержень? Все остальное мне, наверное, не надо. Ой. Фигурки Леоны? Да. Я тут показывала, мне как раз прислали 2 фигурочки с покраски. Это мне распечатал псих, 2 девочек. И я потом отправляла на покраску, и вот они вчера пришли. Короче, Ля, устраиваем собеседование. Пусть демонстрируют свои способности в печатании фигурок, а мы выберем, кто поспособнее и более сговорчивый. Нормально ты это придумал. День 206. Настрой подавленный. Состояние слабое. Автобилетер наблюдает, все время наблюдает. Многие ушли в милость матриарха в поисках убежища. Глупцы. Неужели они не видят, что Орден ничем не отличается от протектората? Орден не будет. Бесконечное бормотание себе под нос может помешать другим пассажирам, о последующих нарушениях правил будет сообщено дозорным. Только попробуй, ведро с болтами. Такие угрозы на меня и больше не действуют. Теперь я ни перед кем не отчитываюсь. Я увидела, что обе стороны лгут. Со временем все это увидят. Необоснованный оптимизм может указывать на серьезный дисбаланс. Пожалуйста, обследуйтесь у врачиста перед посадкой. Врачиста? Интересно, врачист. И вообще конкуренция это хорошо. Значит, не будет монополист требования завышать. А какие у психа-то требования? У него вообще никаких требований нет. Блин, у меня нет инженерии. Вот фак. Вот фак. Так, взрывная граната. Надо подумать о требованиях. Не-не-не-не-не, можешь не думать. Можешь не думать о таком. Максимум требования могут быть такие. Я распечатал тебе фигурку, быстро забрала ее на следующей неделе в такой-то день, в такое-то время, в таком-то ресторане. Можешь еще потребовать, чтобы я красиво выглядела, окей. Вот, на этом все. Все твои требования кончаются. Мы тут все вот так? Вроде да. Знаем мы таких кадров, потом начинают давить на это. А так можно было? Ну, разочек можно, да. Обнаглеть, так сказать. Блин, я понять не могу, а что вот это вот такое у меня над полоской? Как посмотреть? Непонятно, да? Ну ладно. У меня какая-то штука, какой-то дебаф над полоской ХП. Я вот думаю, что это такое вообще. Кто-нибудь, помогите! На помощь! Кто-нибудь, пожалуйста! Наконец-то, хоть кто-то. Нам очень нужна помощь, очень-очень. Мы с родными мы шли в милость, лагерь для беженцев. На нас напали, жену и сына ранили. Я-то сам их не дотащу. Вам громкость нормально? Мне пришлось оставить их там, за туннелем, и пойти за помощью, но одному
кто еще куда опаснее, чтобы этих варахнидов... Я их отогнал, но... Помоги, а? Я сам ничего не могу, а у тебя оружие и лекарства. У тебя ведь есть лекарства? А, еще ты можешь отвезти нас в лагерь. Пожалуйста. Так, насколько серьезны их раны? Что-то с тобой не так и твоим рассказом. Ладно, показывай дорогу, извини меня. Нет, давай что-то не так. Ясное дело, что-то не так. Мои родные ранены, они умирают. Ладно, идем. Ну, там, походу, засада будет, но мы их вольнем всех. Спасибо, спасибо. Сюда, сюда. Так, а что у меня по Патрикам? Нормально все, да? Насколько я помню, у меня какой-то есть баф, если я не получаю урона, да, какое-то время вроде. Как тут фонарик включить? Или тут нет фонарика? А у нас перевеса нет случаем? Тут вроде нет такого. Здесь есть, что забивается инвентарь, но чтобы был перевес, вроде нет такого. Но я, по крайней мере, не вижу. Во-во. Же, что недавно прошла игру, она знает. Чтобы вспомнить, на какую хилиться-то. Так, у меня была, кажется... Так, это дробаш. Это ножичек. А я не открыла еще другие пушки, что ли? Там же вроде можно побольше пушек. А, 3. Ну, 4 еще не открыто, да. Блин, и мне казалось, что у меня снопа где-то была. Но, видимо, нет. Блин, ну это ППшечка начальная, она хреновая, да? ППшечка хреновая. Так, а что про вот эту вот пушечку? Вроде хорошая. Ай! Да, мы всех вальнули? О, шикарно, голых лутать. Так, обходной шунт. Так, винтовка потрошки. Так, где там еще был чувак? Смазка. Опа. Чат, я нашла смазочку. План хорош. Убиваем недоумков, забираем у них вещи. Иногда говорить умными вещами, умными словами трудно. Примешь адренотайм и говорить легко, а вот потом еще труднее. Нужно больше адренотайма, нужно шевелиться, найти больше людей, у которых можно воровать. С ребятами из Ордена, злыми ребятами из Ордена и ребятами из Тети Космос драться тяжело. С новыми ребятами просто. Нужно найти новое место без ребят из Ордена и ловить новых ребят. Ага. Хороший новый план. Говорить умными словами и держать тупых мусорщиков рядом в засаде. План надежный, как швейцарские часы, ёпта. Та пушка, что у тебя была, новичок вроде, она качается, пока ты с ней убиваешь. Вот это? Нет, тут уничтожение врагов автоматически приносит некоторое количество битов. Вроде как она не прокачивается. Хотя подождите, вот эта вроде пушка прокачанная у меня, она у меня с сердечком, нет?
Блин, я уже не помню. Нахрен я делала такой большой перерыв? Так, я хотела похилиться. Похилиться. Так. Так, ну это алкашка. Осушенная вода, чай. Ну, давай чай бахнем. Это все, что у меня восстановилось? Да, скудненько. Господи, я испугалась. Пил кашку. Крабневый сок, газировка, бренди. Так, источник, изотоник, господи, источник. Пурпуричная шипучка. Шприца. Этанол. Ну, наверное, этанол бахнем, да? Графский серый чай. Так, бурбон. Я уже, конечно, намешала, дай боже. Так, а куда мне идти вообще? Мне вот туда надо, да? Так, а мы тут точно всех вальнули и все полутали? Что-то как-то мне казалось, что тут что-то еще должно быть, нет? Как будто бы. О, хорош. Так, все остальное вроде все, да. Ну там еще что-то есть, но мы туда пока не пойдем. Ну ладно. Так. Помехо, привет. Эйшпошмак с горячим чаем. Блин, так странно, короче, я эту кофточку покупала, и вроде, ну, то есть она нормального такого нежно-голубого цвета. Но почему-то на вебке оно как-то смотрится, как будто какой-то вот грязно-голубой. Что-то мне не нравится. Эйшпошмак с горячим чаем. Это там Necessary говорит. Думаешь, они заметят нас и пропустят? А чё б нет? Очередная беженка? Хорошо, проходите. Минуточку, мы никого не пускаем в милость матриарха без проверки, чтобы не нарушить хрупкое соотношение беженцев и доступной помощи. Свободное место может появиться приблизительно через 7 дней без учета непредвиденных обстоятельств. Так, я не беженка, я здесь по приказу Рут. Вытереть нос. Я не могу подождать. Я могу подождать, но тогда другие могут заразиться. Хватит болтать, я работаю на председательствующего епископа. Простите, а это не может подождать? Я здесь по поручению Рут и Рут Бассар и очень спешу. Не, давай вот. Кажется, мне говорили о прибытии человека с вашим описанием. Прошу прощения, что задержали вас последние дни. Тут самотоха. Добро пожаловать в милость матриарха. Правило номер 1 – не толкайтесь. Правило номер 2 – избегайте зоны отчуждения. Наш провидец спрогнозировал неминуемую, неспецифическую опасность. Так. Опасности никогда меня не останавливали. С дороги, деревенщина. Блин, слушайте, а кто-нибудь помнит, мы тут отыгрываем плохиша или нет? Я же все хотела, что в какой-то игре мы отыгрываем хорошего человечка, в какого-то плохиша, да? Но что-то мне так и не получилось. Так, что за зона отчуждения? Смотрю, вы тут серьезно относитесь к прогнозам. Казалось, лагеря беженцев должны быть безопасными. Правило номер 3. Давай зона отчуждения. Согласно прогнозу нашего провидца, участок земли в нашем лагере в ужасной опасности. Что и когда грозит нам, неясно. Держитесь от зоны подальше, и, вероятнее всего, тайна останется тайной. Не говорите, что я вас не предупреждал. Если вам что-нибудь понадобится, поговорите с провидцем Уайли. Она в лифтовом здании на другом конце приюта. Вроде не плохишом начинала. Окей, поняла.
Так, а я могу это... А, это украсть, да? Угу. Ну, не будем воровать. Ладно. Пока все видят, мы воровать не будем. Пока все видят, не воруем. Так, тоже видят, да? Ну, ладно. Но меня тут спалят. Зачем воровать, если тебя спалят, да? Сумочки. Мне кажется, или тихо? Вам не тихо? Так, ты считаешь, что промазал? Твое было 2-3 драки назад. Ты долго валялся в отключке. Я понятия не имею, о чем вы. Поговори с боссом Тильдой, она главная в наших, как она говорит, квази-незаконных махинациях. Она не любит смотреть на нас, когда мы побиты. Сказала, что из-за моей рожи больше не может есть шишкастый рулет. Короче, спускайся с холма вдоль забора. Скажи ей, что тебя прислал Ма Поттер и Мадж. Как обычно, иди туда, возьми то, принеси, подай, иди нахер, не мешай. Так, ну тут не с каждым можно поговорить, я так понимаю. Но если поговорить можно, наверное, нужно. Так, что это такое? Так, узнать награду за свою голову. Угу. Посмотреть доступные заявки. Так, разыскивается Ян Дансени. Так, Мортон и Эдвард Дансени. Ага. Это что такое? Вы видите большую кучу разнородных на вид обломков. При беглом осмотре невозможно понять, что это было. Осмотреть обломки, попытаться вспомнить все, что вы знаете об архитектуре, поискать что-нибудь блестящее и важное на вид. Блин, ну я не мускулистая. Может... Получается, если одно красное... А, вам не видно. Если хотя бы одно красное, его нельзя выбрать. Кисонька, привет. На дно. Ну что такое? О, кстати, мы любовь же не записали, да? Так, вы догадываетесь, что раньше эти развалины были какой-то импровизированной постройкой, вероятно, многоэтажной. Несущие элементы явно оказались недостаточно надежными. Продолжить обсматривать обломки. Так... Ага, короче, мне нужна мускулистость. Мне нужна... А чтобы мускулистость была, что нужно прокачать? Это надо тут, что ли? Да не, вряд ли. Огнестрельное оружие, ближний бой, скрытность, вскрытие замков, инженерия, взрывчатка, взлом, медицина, наука, наблюдение, речь, лидерство. Может, ближний бой? Странно, что может дать мускулистость? Я еще вчера на дно должен был улететь. Разве? А, только в начале игры. У меня там, да, другое. Окей, все, тогда отменяем. Так, это украсть, это мы не трогаем. Смотри под ноги, если собираешься бродить возле этих развалин. Клянусь, поселения беженцев уже не те, что раньше. Раньше это были не просто обломки? Да, технические хижины должны быть одноэтажными, потому что, когда их ставят друг на друга, они обваливаются. Обычное дело. Людям здесь даже развернуться негде. В проходах строить нельзя, в зону отчуждения не пускают. Вот все и строят на старых хижинах, как могут. Нормальных стройматериалов нет, как и всего остального. Люди как-то обходятся. Спустя какое-то время сооружения наспех домики рушатся. Я чуть-чуть неправильно читаю, но...
Смилуйтесь, да? Ты смотри, после новости о воровстве перестала брать... Нет, я же говорю, я не ворую, пока не палят. Так, и в процессе переселенцы получают травмы? О, догнали, значит. А я-то думала, что намекнула тонко. Да, люди продолжают мучиться. Разве у них есть выбор? Орден не хочет слушать. Может, если мы добавили в наши запасы цифры, они бы обратили внимание. Порой кажется, что все это все, что их волнует. Орден старается как может, имея то немногочисленное, что у них есть. Думаю, вы дело говорите. Так, украсть металлолом. Блин, ну здесь все украсть. О, а вот это не украсть, хорош. Вот это не украсть, да? Внимание, внимание, происходит рейд. Тортик. Волком встать на защиту чата. Спасибо, дорогой тебе за рейд. Добро пожаловать. Так, а чё, куда это меня ведет, а? Куда это меня ведет? Fucking щера. Ну, не сюда явно, походу. Да, чего такое? Командир, есть минутка? Я тут думала о сложившейся ситуации с безенцами. Угу. В чем дело? Люди бегут от войны, и их куда больше, чем я думала. Похоже, Орден не справляется с таким наплывом. У тети Космос дела идут не намного лучше, но мы хотя бы можем обеспечить этих бедняк работой, чтобы они сумели себя прокормить. Возможно, возможно, нет. Положение тяжелое, вот и все. Но раз Орден не способен разобраться даже с несколькими десятками людей, одержав победу, они будут справляться не намного лучше. Мы глаза закроем, иди воруй. А NPC не закроют глаза, понимаешь? NPC-то будут наблюдать, бдить, потом сдадут меня, они тут крыси. Так, там умные люди, они быстро найдут самый эффектный способ помогать беженцам. Ага, давай спросим беженцев, что они хотят, получать еду бесплатно или работать за нее. Любишь ты лишний раз подчеркнуть очевидное. Говоришь, что хочешь, я все равно не поверю, что у тети Космос получилось бы лучше. Ну... Стараюсь говорить так, чтобы дошло даже до тугодумов. Я сама через это прошла, когда у Тау Кита все возглавили тетя Космос. Слияние заняло время, но зато, как только все сделали, простой народ... Что-то там... Взамен нас всего лишь попросили подписать договор о найме. Только я что-то не вижу ни одного контракта в милости матриарха. Вот и вопрос, что с этого имеет Орден. Так, они просто пытаются помочь. Ты же понимаешь, что тетя Костом поступила не слишком хорошо, когда предложила тебе эту сделку. Теперь у них есть живые щиты, никто в здравом уме не станет нападать на беженцев. Тоже верно, может, они ищут новых последователей или проводят испытания на людях. Не вижу, что в ней плохого. Все остались в выигрыше. В любом случае, если Орден помогает беженцам без каких-то скрытых мотивов, тогда... Ну, я первая же признаю, что они не фуфло людям втюхивают. Спасибо, что выслушала. Возвращайся в тетю Космос, солдат. Наше сотрудничество закончено. Жесть. Опа. Я смогла забраться. Так, ну тут ничего такого нет. Что за звуки? Что за звуки? Ой, что-то мне тут супер тяжело как-то. Как-то супер тяжело мне тут. Блин, ну тут ничего нет. Мне сюда нет смысла идти. Леона, я тебя сегодня у кого-то видел. Нормально все, не померла уже, хорошо. Я сегодня была только у 2 девочек вроде. Нет, у 3.
Ничего взять нельзя. Ну, кошмар. Где мой лутик, родной, дорогой? I predict that the worst is behind. 1,068.5 pardons, but my attention is presently 99.8. I haven't any. Так, здесь есть всякие... плазменный резак хорош. Так, шквальная штурмовая винтовка. Кираса ученого. А это все, что у нее есть, да? Насколько я помню, в прошлый раз я делала все, чтобы... чтобы потом не разбираться с лутом. Так что у меня пока что лут разобран. Неужели Аббат поручил вам оказать помощь? Нет, впрочем, она вам явно нужна. Да, к сожалению, вы первые это заметили. Вернее, это мне не по силам. Я занимаюсь этим одна, испытываю нехватку кадров и не могу удовлетворить все потребности переселенцев. Ваши методы прогнозирования порой подразумевают нестандартные решения, верно? Именно так. А я-то думал, что разговариваю с обывателем. Без обид. Скажи, что ты знаешь о зоне отчуждения. Желтая — это моды? Рецепты которые, что ли, на моды или что? Так, Орден закрыл вход в эту зону по сомнительным причинам. Прошу прощения, но сложный танец космоса нельзя назвать сомнительным. Видите ли, провидец предсказал, что на зону отчуждения обрушится бедствие. Предупредил, что барьер нельзя пересекать. Но голос переселенцев вечно все портит, твердо намереваясь оккупировать зону отчуждения. Смеется перед лицом конкретной опасности. Насколько она опасна? Мы не знаем, вот что досадно. Провидец предсказал смерть для каждого, кто войдет в зону отчуждения. Да, вам не послышалось. Смерть. Более того, цитирую, внешний посредник, заслуживший доверие обеих сторон, с высокой вероятностью разрешит текущий спор. Мы не позволим голосу переселенцев сеять сумятицу. Вы нам поможете? Вы станете нашим внешним посредником из предсказания. Что-то я еще не поняла ни хрена, ну ладно. Я тоже сегодня много у кого был. Времени валом, когда ожог ноги и от боли даже выйти на улицу не можешь. Так что пока живу на Твиче. Ну ты выздоравливай, тортик. Как ты умудрился-то ожог ноги заработать-то, господи. Так, с чего мне начать? Если вы верите, что обе стороны готовы выслушать, я в деле. Что насчет компенсации? Извините, мне это не интересно. Я верю лишь в сухие, беспристрастные цифры космоса. Это сработает, это должно сработать. Первым делом ознакомьтесь со всеми аспектами этого спора. Поговорите с людьми в милости матриарха. Переселенцы хотят попасть в зону отчуждения, мы хотим оставить ее закрытой. Кто-то из нас ошибается. Можете поговорить напрямую с голосом переселенцев, если вы еще не знакомы. У вас есть вопросы, пока мы не начали? Так, что можете рассказать о голосе переселенцев? Могу сказать, что она провокаторша высокого класса, но все равно верна своим принципам. Хоть что-то. Она снаружи в окружении единомышленников грозно косится на баррикады Ордена. Вы сказали, что я была упомянута в предсказании. Как это возможно? Провидец неофит Викираш, он мог бы уделить немного времени и поведать вам о методах моделирования прогнозов Ордена. Он в соседней комнате. Ладно. Значит, если я узнаю мнение каждого, то заслужу необходимое доверие, чтобы разрешить спор? Согласно прогнозам, да. По крайней мере, я их так понимаю. В целом, я в этом уверена, куда больше обычного. Многие в лагере либо одобряют наши методы, либо нет. Поговорите с ними, составьте свое мнение. А когда будете готовы, мы решим судьбу зоны отчуждения. Ну, мне кажется, в зону отчуждения не пускают по каким-то другим причинам. Там что-то скрывают, походу.
Так, что у нас тут есть? Меня ж тут никто не заметит, я могу воровать? Или нет? Кстати, Джешта, а ты проходила Старфилд? Я тут поняла, что я хочу, короче, пройти эту РПГшку и еще Старфилд. Так, давай вот это купим. О, а вот и снайперская винтовка. Давай ее, наверное, купим. Плазменный излучатель, улучшение модуля энергии. Да, они похожи? Это моды. Давай посмотрим. Так. Вот, многозарядная винтовка. Из нее можно сделать снапу? Или... Нет, вот, снайперская винтовка. И куда она... А, так оно у меня было, походу. Ё-моё. Так, модификация. Так. Пистолет, легкий пистолет. Трехствольный дробовик. Вот, винтовка. Нет, только разрывные патроны. Блин, а куда пихать снайперскую штуку, чтобы у меня было снапа? Интересно. Ну ладно. Так, улучшения тут вроде больше нет. На подработке грибанул в сапог угля по щиколотку. Щиколотка в хлам наступать пипец. Правильно говорят, всех денег не заработать. Ну, поэтому это, блин, аккуратнее надо, пирожочек. Ты чего? Ах, вы должно быть агент правления Земли, о котором меня предупреждали. О вашей пунктуальности можно позавидовать. Приветствую вас на Золотой Гряде. Боюсь, прохладительных напитков у нас нет, но, может, заинтересуетесь дискуссией о возможности принятия решений? Нет времени, не могу развлекаться, когда где-то творится беда. Разумно. Тогда сразу к делу. Председательствующий епископ сообщила о вашем скором прибытии, однако, согласно общепринятым правилам компартиментализации... Ой, ладно. Мне приказано оказать вам всю посильную помощь. Скажите, что привело вас на Золотую Гряду. Ну, кстати, озвучка здесь вот английская хорошая. Так, мне нужно поговорить с Виктором Клеменсом. Говорят, он орден члена. В смысле, член ордена. Какая у меня интересная оговорка. Так, если кратко, месть. Я выслеживаю женщину, которая чуть меня не убила, Августину де Врис. Погодите секунду, что за компартментализация? С тех пор, как Орден утратил доступ к архиву, нам пришлось строго ограничить обмен идеями и информацией, чтобы не навредить своей оскудевшей прогностической деятельности. Иными словами, вы пытаетесь избегать самоисполняющихся пророчеств. Мы не используем слово «пророчество», наши прогнозы — результат сугубо математических расчетов. Но если выражаться простым языком, вы правы. Архив — это крупная сеть вычислительных машин, расположенных под льдами обители. До вторжения Орден использовал архив для масштабных прогнозов. Ну, что-то я долго вещаю. Уверен, вы здесь не ради урока истории. Так, мне нужно поговорить с Виктором Клеменсом. Так, выслеживаю женщину. Может, нам стоит продолжить разговор наедине, только вы и я? Зачем? Виктор? Да, активист Клеменс, выдающийся ум. Энциклопедические познания в инженерии, можно даже принять его за ревнителя. У него проблемы?
М, Не уверена, но похоже, что он замешан в сговоре с целью уничтожения Аркадии. Виктор Клеменс — радикал? Какое нелепое предположение. Вынужден согласиться. Я однажды видел, как Виктор рыдал над поврежденным датападом. Сложно представить, что он способен на ужасное. По заявлению подруги-предательницы, которую я выслеживаю, у них с Виктором есть тайные связи с Орденом. Вполне возможно, но в Ордене не принято опираться на суждения бездоказательные слухи. Сейчас Виктор руководит экспериментальными исследованиями в лаборатории на северо-западе. Речь об N-лучевом полигоне за линией фронта захватчиков. К сожалению, вам придется пройти через выведанный из эксплуатации автономный экстраторий. Там небезопасно, так что будьте осторожны. Над чем именно Виктор работает? С какой целью интересуетесь? Не будьте столь суровы, агенту просто любопытно. Очевидно, работа Виктора как-то связана с N-лучами, но больше мне ничего не известно. Боюсь, всему виной пресловутая компартментализация. Помимо смертельного едкого потока зерания и жукозавров, мы получали сообщения о сумасшедших сектантах. Не понимаю даже, почему Виктор решил там остаться. Вас сколько лута присвоили себе? А что, ты куда-то убегал? Так, мне Рутуб пишет, что мой канал популярен. Ничего себе. Чат, я популярите. Вы смотрите популярите девочку. Угу. Я там слышал, пока шел домой, что были помыслы обнести чью-то хату. Да, были помыслы, были, но я быстро их откинула от себя. Рутуб? Да, Рутуб. Ну, я там иногда что-нибудь закидываю туда, но в целом на Рутубе у меня мало просмотров, в рекомендации я не попадаю, поэтому чем мне туда что-то закидывать? Я ВК-то веду только потому, что периодически в рекомендации попадаю. Вот. А без рекомендаций неинтересно. Рутуб стриминговый? Не-не-не-не-не. Именно вот, ну, видео. Я туда закидываю всякие демочки, всякие шортики я туда закидываю. Вот. На больше, к сожалению, пока что нельзя. У меня все видео в 4К формате. И они весят очень много, а Рутуб столько не пропускает. Вот. Делать отдельное видео просто для Рутуба, ну, как-то нелогично немного. Хотя, наверное, стоило бы. Почему нет? Просто закидывать записи именно, знаете, без оформления, без ничего. Может, поможет первым. Так. Все больше кажется, что Виктор работает с предательницей, которую я ищу. Виктор очень предан делу, очень целеустремлен. Я всегда высоко оценивал его аналитические способности, однако с социализацией у него не все так гладко. Хоть мне и противно это признавать, в ваших опасениях касаемо заговора внутри Ордена может быть доля истины. Замешан там Виктор или нет? Как говорила моя предшественница, отрицание неприятных фактов — это не научно. Было бы непростительно отказать вам в расследовании. Рада, что мы с вами друг друга понимаем. Чем я могу, в свою очередь, вам помочь? Уверен, вы уже слышали о недавней атаке на Форт Шанс, базу тети Космос. Снаряд вылетел с территории нашей зераниевой мануфактуры, однако этот комплекс предназначен для исследования, а не военных действий. Мне больно думать, что кто-то из членов Ордена причастен, но точность атаки заставляет предположить, что в наших рядах предатели. Уверен, мы оба заинтересованы в том, чтобы найти преступника. Простите, но учитывая напряженную обстановку, благоразумно ли доверять столь деликатную проблему чужачке? Разве недостаточно внутреннего расследования? Я агент правления Земли, что вам еще нужно знать?
Агент правления Земли — лишь должность фасад. Мне хотелось бы знать, какой человек за ним стоит. Человек, обладающим таким мощным интеллектом, чтобы вам и не снилось. Сомневаюсь. Только дураки кичатся большим умом. Тут правда. Друг мой, я согласен, что нам стоит действовать осторожно, но агента направила к нам председательствующий епископ. Доверьтесь ее расчетам. К тому же ситуация накаляется с каждой минутой. Я крайне обеспокоен, что недавняя атака послужит поводом окончить перемирие и возобновить военные действия на Золотой Гряде. И еще кое-что. Расследование и поиск предателей стоят в приоритете, но если у вас получится помочь Форту шанс от нашего лица, то вы сохраните достигнутый мир. Спасибо за наводки, я обязательно все проверю. Я знал, что могу на вас рассчитывать. В противном случае Рут бы вас не послала. Вот, возьмите указ о дознании. Он позволит попасть на территорию мануфактуры. Мы с провидцем Уайли проведем свое расследование касательно упомянутых вами предателей. Когда вы вернетесь, мы сверим собранные данные. Так. Можем подняться наверх. Здесь заблокировано, да? Закинь шортс, где толкали взад неправильно? Толкали взад неправильно? А у меня есть такой шортс? Надеюсь, ты оценила, как я прикусила язык в разговоре с Аббатом. Не хотела, чтобы гражданские оказались под огнем. А он прямо из кожи вон лез, чтобы оправдаться. Возможно, он говорил искренне, а может, просто чего-то не заметил, пока пытался спасти свою разваливающуюся коммуну. В любом случае, я не буду рубить с плеча, пока мы не узнаем правду. Если бы под завалами оказались мои люди, например, Ортис, я хотела бы сначала разобраться. К тому же, мы здесь лучшие кандидаты в детективы. Какая разница, правда мертвых не воскресит. Ты держишься лучше, чем я ожидала. Не знаю, мне кажется, Аббат просто задницу себе прикрыть хочет. Если честно, мне надоело получать приказы от каждого встречного. Вот четвертое я бы ответила, но давайте второе. Я предпочитаю сначала задавать вопросы и только потом открывать пальбу, командир. Нужно оценить ситуацию в Форте Шанс, пока будем играть в детективов. Если там кто-то выжил, людям нужно помочь. Надеюсь, у них, по крайней мере, было время добежать до укрытия. Если нет, что ж, увы, базовой подготовки тут не хватит. Пора выдвигаться, или ты хочешь еще что-нибудь поговорить? Еще что-нибудь поговорить? Лутаться хочу, дайте лута. Где лут? Кошмар, они порезали лут, что ли, в игре? Почему я ничего не вижу? Я думаю, ты бы все равно постаралась бы и сделала заставку и все-все-все, так как спустя рукава свою работу не делаешь. Нет, но заставка у меня стандартная вообще везде. Даже, допустим, короче, изначально я делаю заставку, и она может быть только там двух видов, допустим, одна, которая на анонс, и другая, которая заставка идет на видео везде. Вот. А зачастую заставка, которая идет везде, она со значком, типа, что на русском языке и 4К, хотя там бывают даже записи не 4К. Да, вот такая бывает штука. Вот. И что еще? Ну, то, что я не делаю спустя рукава, это да, но, опять же, мне бы вообще хотелось, чтобы записи в 4К были доступны вообще везде. Вот. Но я не уверена, вытянет ли там мой интернет, мой компьютер, рестрим на 3 площадки. На 3? Да, на 3 площадки в 4К. Хотя нет, Twitch же не в 4К. Вот, так что, блин, хреново, короче. Евротрак был у вас в коопе вроде. Евротрак? Я в Евротрак не играла еще. Ты про SnowRunner, что ли? Стрим плюс 3... Нет, стрим плюс 2 рестрима. Вот так вот у меня. Может быть, тяжеловато, особенно если игра какая-нибудь требовательная. Это да.
Так, я хотела... Блин, что у меня за мода штанишки натягивать по самой тетюне? Блин, но я реально себя очень плохо слышу. Почему? Ну-ка. А почему я себя плохо слышу? Что за прикол такой? Ой, тихо. Ну, это если так, но тогда я буду сама говорить громче. Блин, или это у меня уши заложило? Я себя как-то тихо слышать стала. Натягиваю штаны, чтобы тетю не выделить. Да куда их еще дальше выделять там? Так, что у нас тут? А, тут нет ничего, да? Ладно. Что тогда, получается, уходим? Hello, farewell. Thank you for this efficiently compact conversation. Calculating an inverse complex sine function might... Я с удовольствием предвкушал этот самый момент. В моем персональном прогнозе от Ордена и в еженедельных прогностических отчетах упоминалось появление непредвиденного фактора. Полагаю, это определение применяется к вам не полностью. Прогнозирование будущих событий – не точная наука. В настоящее время это так. Что ж, у вас наверняка есть вопросы о наших методах прогнозирования, верно? Как именно Орден предсказывает будущее? Мы задействуем собственные методы исследования для получения наиболее полного набора данных и продвинутые вычисления, применяя для работы тщательно проведенные модели. Проверенные. Нельзя спрогнозировать события абсолютно точно или подробно. Для этого нам необходимо решить космическое уравнение. К счастью, мы усердно трудимся над искоренением этой проблемы. Отдел прогнозной аналитики составляет еженедельные прогностические отчеты и персональные прогнозы от Ордена, чтобы направить наших последователей по верному пути. Значит, вы говорите членам Ордена, что делать? Скорее указываю, на что следует обратить внимание, советы по следованию плану, прогнозы о возможных опасностях, элементы крупных прогнозов, важные для групп и индивидуумов. Отдел прогнозной аналитики в основном состоит из провидцев, таких как я. Мы представляем самых талантливых математиков Ордена. Спустя годы обучения некоторые имеют относительно точно прогнозировать события, которые наступят через секунды или минуты. Другие могут заглядывать на месяцы вперед с точностью 71,1%. Разумеется, прогнозирование усложнилось из-за потери архива, но я не могу обсуждать это с чужеземцами, простите. Сейчас ты себя слышишь хорошо? Также. Я сейчас себе еще погромче сделаю, вот так вот. И разницы никакой. Блин, почему? Это интересно. Я у вас не стала слишком громкой? Что там за звуки? Чем еженедельный прогностический отчет отличается от персонального? Непредвиденные факторы мешают вам составлять прогнозы? Непредвиденные факторы, случайные элементы, аномальные отклонения, неисчислимые переменные. Все это может снизить точность наших прогнозов. Но по мере того, как мы приближаемся к решению космического уравнения, неизвестное неизвестного становится известным неизвестного, пока не станет известным известного. Понимаете? Можете рассказать что-нибудь о ситуации в поселении? Милость матриарха переполнена беженцами, сбежавшими от войны. Но мы, члены Ордена, принимаем любой вызов и постоянно стремимся улучшить условия пребывания наших гостей. Я, к примеру, применил свои методы прогнозирования к соседним беженцам в этом районе.
Почему я здесь не вижу толп беженцев? Я удивлен не меньше всего. Следует признать, что интерес невысок, но как минимум один гость в приюте сообщает, что извлек большую выгоду. Сейчас ты крутил... Нет, у вас ничего не поменялось, потому что это я у себя сделала громче. А наушники у тебя сколько живут эти? Давно уже, им уже много лет. Но они вроде еще норм. Да мне кажется, это может у меня просто уши заложило. Здорово, жвачка. Так, в методы прогнозирования Ордена верит всего один беженец. Если никто из остальных беженцев не приходит, возможно, вы могли бы помочь в другом месте. Полагаю, мои услуги будут более востребованы после того, как больше поселенцев узнает о наших методах. К примеру, викарий Аренди усердно занимается агитацией. Ролла Наст, один из наших недавних гостей, получил несколько персональных прогнозов от Ордена. Думаю, он может лично поведать об эффективности наших методик. Если моих скромных заявлений недостаточно, надеюсь, его заверения вас убедят. Как возможно и заверения других переселенцев. Обстановку здесь нельзя назвать изысканной, это правда. К сожалению, такова милость матриарха, но мы должны стараться, невзирая на ограничения. Можно на других проверить, если прям хочется, чтобы сравнить. Да не, на самом деле нормально. Если я вот так вот поближе к микрофону двигаюсь, то я нормально все слышу. А может быть, я просто уже привыкла. Хвала всеархитектору, наконец-то вы здесь. Я с затаенным дыханием ожидал вашего появления. Мне отчаянно нужна ваша помощь. Посмотреть товары. Тише, сначала поторгуем, разговоры потом. Хотите моей помощи, вы даже меня не знаете. Держите себя в руках, вы же все-таки врач. Сначала один вопрос. Что вы думаете об условиях в лагере? Как врач, я пребываю в ужасе. У нас недостаточно кровати и комнаты, чтобы разделить пациентов, поэтому болезни легко передаются от одного беженца к другому. Разумеется, Орден щедро снабжает нас лекарствами, но наши дела будут плохи, если число пациентов не уменьшится. Да, я могу лечить болезни по мере их возникновения, но было бы намного лучше предотвращать их. А больным нужно больше места. Отнесите это лекарство Хорсту Лэмпингу. Только не жмите ему руку, у него есть привычка кашлять в кулак, когда он вообще не забывает прикрывать рот. Вам отчаянно нужна моя помощь с чем-то еще? Видите ли, провидцы, члены Ордена, трудящиеся над решением космического уравнения. Даже в незавершенном виде уравнение дает им возможность прогнозировать будущее. Недавно мне выпал редкий шанс обратиться к провидцу. Он поведал, что на мои молитвы ответит неотразимая незнакомка. Я боялся, что прогноз не сбудется, но вот вы здесь. Неотразимая незнакомка прямо передо мной. Орден разработал уравнение, которое вычисляет непознаваемое. Как такое возможно? Строго говоря, не разработал. Пока. Но расчеты очень-очень хорошо прогнозируют то, что, допустим, весьма вероятно и крайне возможно, с учетом погрешностей. Так или иначе, это задача провидца. Моя задача — следить за здоровьем и благополучием приюта. Так, хорошо, вы меня заинтриговали, я слушаю вас. С чего бы начать? В милости матриарха очень много больных и раненых, а руки у меня всего лишь 2 руки. Я скромный врач общей практики, мне нужны специалисты, и провидец спрогнозировал, что их найдет незнакомка. Инесс, ты можешь помочь? Возможно, у меня найдется время подлатать парочку пациентов, пока мы здесь. Раньше я была... Так, вы производите впечатление человека, который не сидит на месте. Мне нужны преданные делу врачи, а не наемники. Провидец дал мне датапад, но строго наказал не читать его, ведь мое вмешательство может добавить отклонений к вероятностям. Что ж, возьмите датапад. Заранее спасибо. Since you aren't a refugee, I hope you understand that I cannot offer my goods free of charge, but my prices are fair.
Так, что у нас тут? Это что? Парфюм эталон микро. Восстанавливает много ОЗ в течение определенного времени. Так, аптечка, инструкция, коагуловик. Что? Короче, какая-то херня у него тут. Unless you have authorization, I'll thank you not to distract me. I have zero. As the assigned you may not have noticed, but the refugees do not want for food or medicine. Беженцы не испытывают нехватки еды и лекарств. Мне жаль, но даже сами переселенцы вряд ли это замечают. В их жизни произошли огромные перемены, так что я их не осуждаю. Для меня достаточно, что они накормлены и здоровы. Спорю, вы завалены работой по уши, но все равно счастливы. Орден Вознесения стремится вознести все человечество. За свою жизнь мы можем и не достичь главной цели. Привет, княж. Если сегодня я могу помочь нуждающимся, я обязана это сделать по мере своих возможностей и ресурсов. Appreciating. Так, итак. Мне нужно тут еще поговорить с людьми, да? What happened to this place? Where do we go now? Another refugee camp? Another colony? We're not going anywhere. Not on the basis of... Если бы вы кричали на меня или пытались съесть, я бы точно подумала, что передо мной удачливый мусорщик. Все-таки вид у вас грубоватый. Хотя в вашем взгляде явно есть что-то дикое. Ладно. Сдаюсь, кто вы? Так, администратор Агарвал просила меня поговорить с вами о зоне отчуждения. Правление Земли, писечка, а вы? Удачливый мусорщик, почти угадали. Я считаю себя свободным агентом. Нет, правление Земли, писечка. Мэй Хавстатлер, бывшая сотрудница тети Космос, отдела агрессивного маркетинга. Теперь я голос переселенцев. Или так меня называют в Ордене. Это прозвище, вероятно, подразумевает обидное пренебрежение. Я, видите ли, протестую громче, чаще остальных. У тех из нас, кто здесь оказался, нет почти ничего, кроме нужд. Я превращаю их требования, придавая им ясности и важности. А ты Шерлока новых смотрела, который фильм с Камбербэтчем? Да, что такое? Так, самоотверженная бунтарка звучит благородно. Вас не очень-то волнует сам Орден, верно? Откуда пришли все эти люди? Вы отличаетесь от большинства сотрудников тети Космос. Нет, эти. Некоторые из них бывшие сотрудники тети Космос, как и я, других же бросил протекторат. Всем нам пришлось так или иначе переселиться из-за конфликта. В общем, рада была познакомиться, но сейчас я пытаюсь заявить наши права на зону отчуждения. Всего доброго. Так, какая сейчас ситуация в приюте? Досадная. Мы полностью во власти Ордена, а Орден во власти своих прогнозов. Не хочу обидеть наших любезных хозяев приюта, но они даже задницы себе не подотрут, если им уравнение не разрешит. Так. Вы и есть посредник из предсказания, я права? Орден хочет убедить нас в том, что в любую секунду на зону отчуждения обрушится катастрофа. Почему? Им математика так сказала. К черту их прогнозы. У нас тут люди, бросившие дома из-за войны и катастрофы. В тесноте ютятся, пространство для расселения в избытке. Так, администратор Агарвал предупреждал о неминуемой смерти от неустановленной угрозы. Уверена, Орден думает только о вашей безопасности. Может, вам стоит уважать правила тех, кто о вас заботится? Давай первое. Мне теперь упасть на колени и благодарить Орден, потому что якобы может случиться что-то плохое? Звучит неубедительно. Честно говоря, меня нисколько не волнует эта математика Ордена, как и те расчеты, которые указывают на катастрофу, которая может и не случиться. Чего хочет администратор? Закрыть мне рот? Дискредитировать меня? Я должна оценить обстановку и обсудить условия примирения. Она другое говорила, но да, вам нечего бояться, ведь я беспристрастный посредник, и меня избрала судьба.
Нет, первая. I don't know what the Я не знаю, в какую игру играет администратор, но вы меня заинтриговали. Познакомьтесь с людьми в приюте. Заодно сами увидите, что нужно открыть зону отчуждения. Спасибо, так и сделаю. Айка, привет. Мне сегодня сказали, что их стоит посмотреть, классные. Да, они неплохие. И даже есть еще ответвление. Это фильм про... называется вроде Энола Холмс. Это про сестру Камбербэтча. Подожди. Сейчас... Ой, блин. Молчи, женщина. Лол. Это точно не Экспедиция 33. Больно разговоров много. Это РПГшка. Да, здесь очень много разговоров с каждым NPC, и есть еще куча вариантов, как им ответить. Вот, это вот такой вот жанр игр, да. Тут надо много... Мне надо много читать, много выбирать. Камбербэтча или Шерлока? Ой, блин, подожди, я не помню. Кажется... Не, наверное, Шерлока. Там, кажется, играл... Блин. Я не помню. Я не помню. Не могу точно сказать. Надо загуглить. Так, где мы? Что мы тут делаем? Так, Инесс. Ну и что я с ними? Как я с ними поговорю? С ними нельзя поговорить. Да. Я вас поняла. I could use a break from fighting injustice. Ты там аниме посматриваешь? Ну, так. Если честно, этот сезон... Есть, конечно, некоторые, которые можно посмотреть, но в целом они как будто бы скучненькие. I predict, with an 8.23 margin of error, that our situation will improve in time. Keep your lamps lit. Wherever there's trouble, there's always opportunists willing to profit. in other folks' business. Так, ну тут ни с кем не поговорить и ничего не полутать. Меня вот после мага воды отпустило. Как бы после магической битвы снова на полгода не отвалился. Ну, слушай, вполне, почему бы и нет. You got business? Вы по делу? Нет? Уходите. Так, я помогла вашему агенту в Фэрфилде. Она обещала, что у меня будут друзья в Суброзе. Если бы только у меня были биты, чтобы дело появилось. Ой, биты, то есть есть. Правлению Земли до вас есть дело. Отойдите во имя свободы. У меня нет на это времени. Так, и что-то вот тут еще какой-то тихий ужас, да? Нет, давай первое. То есть вы та решала, которая помогла агенту Гэллоуэй? А вы не принесли ползучий гибискус, который она мне обещала? Проехали. Проходите. В смысле, в этом сезоне фрирен... Мне не нравится фрирен. Магическую битву я в какой-то момент перестала смотреть, но я просто жду, наверное, чтобы вышло побольше серий и в хорошей озвучке посмотреть. Звездное дитя я в какой-то момент тоже перестала смотреть. Какая-то... Оно вроде прикольное, но что-то меня в нем смущает. Вот. Эй, это что же, вы помогли Суброзе прибрать к рукам довольно большую партию какой-то там херни. Агент Гэллоуэй верит людям даже меньше, чем дикие псиды, и то, что вам удалось втереться к ней в доверие, многое о вас говорит. Так что я с радостью предлагаю вам свои превосходные товары. Как удачно, что вы не чураетесь контрабанды. Idle browsers will be escorted from the premises. Так, что у нас тут? Получаемый урон может изменить режим защиты. Так, дешифрованный ключ давай купим 2 штуки. Так, а вот и снайперская винтовка. Давай ее купим. You haven't seen my landmine supplier, have you? I hope he hasn't
Blown it. I kill me. Кошак, привет. Show soon. What fine contraband might I supply you with this day? В хорошем качестве мы магическую битву. Ну, слушай, там, я так поняла, и в первом, и во втором сезоне, да? Или сейчас какой выходит? Второй или третий уже сезон? Я что-то забыла. Короче, там есть некоторые серии, которые, вот то, что я скинула новость, они вызывают критику и сомнения у людей. Кто-то говорит, что так и должно быть. Кто-то говорит, что типа какие-то серии писались в ужасных дедлайнах. Вот, поэтому они такие плохие, и якобы там даже перерыв брали на то, чтобы в нормальный ритм войти, чтобы художники отдохнули. Вот, но не знаю. После второй серии «Чужой земля» я тоже в сериалах разочаровался. Сейчас уже третий выходит. Вот вроде первый был нормальный, а во втором началась херня вроде как, но я не помню точно. Так, если ваши товары настолько хороши, почему вы торгуете в лагере беженцев? Так, кого Суброза поддерживает в этой войне? Себя. Мы хотим заработать на этой войне целую кучу битов и, возможно, заодно расшириться. Об остальном мне нельзя распространяться, но в Суброзе в основном бывшие сотрудники тети Космос и подданные протектората. У нас по обе стороны баррикад близкие люди. Это усложняет наши отношения к войне, но если она прекратится, поток прибыли тоже иссякнет. Если ваши товары настолько хороши... Так, не, но это уже мы не будем говорить. Так. Так, ну это воровство, да. Приветствую, чем могу помочь? Давайте угадаю. Кто-то из ваших соседей по юрте постоянно вешает свои штаны в вашем углу, верно? Или у вас проблемы в духе «не трогай мой тюфяк»? Или ты дышишь моим воздухом? Прошу, уточните, с чем именно возникли сложности. Так, меня прислали Мапотер и Мадж. Расскажи мне о ваших этих квази-незаконных махинациях. Что за чушь вы несете? Я бы рассказала о своих жалобах на соседа, но этот сосед мне сейчас в спину дышит. О, правда? Они умудрились говорить внятно с нормальным порядком слов? Растут над собой, но, думаю, они о многом умолчали. В милости матриарха, если вы не член ордена, то, скорее всего, делите с кем-то жилплощадь. Иногда даже спите рядом на другом человеке. Это приводит к размолвкам среди соседей. Дело могло бы дойти до драк, но никто не хочет проблем с орденом, поэтому люди нанимают наших бугаев, чтобы те дрались за них. Какие последствия ждут того, кто затеет здесь драку? Это же орден, они никого не выгоняют, просто назначают добровольные общественные работы. Бывшие сотрудники тети Космос думают, что кто-то наживается на их бесплатном труде, а граждане протектората почему-то пугаются и не понимают, как работать без автоматонов. Мы считаем, что победитель драки побеждает и в споре, но если честно, они всегда мелочные, типа «Ладно, ура! Этот парень может забрать свою покоцанную какую-то херню». Но чем я могу помочь именно вам? Так, я собиралась спросить о положении дел в лагере, но вы уже ответили на мой вопрос. Туристка. Тогда уходите, ладно? Не хочу, чтобы вы спугнули настоящих покупателей. Мне надо кормить кучу медвежатников, 2 отметеленных бойцов и больную псиду. Чё, с кем поговорить могу? Они тут все какие-то косморейнджеры, ёпта. Reminds me of Tau Ceti right after the merger. My soup is nutritionally. Had to wait for my number to be called just to get rations and a cot. But it could use. Hope these folk don't have to wait as long. Do you believe our return to how it was?
Все, получается, мы со всеми поговорили, что ли? Keep your behavior within acceptable parameters. Странно. Так, на хвосте у предательницы. Доктор Холлис Бритсли выделил вам датапад с инструкциями отправиться Уайли о том, где искать помощь. Ну-ка, давай вот это. Получается, мне нужно датапад прочитать, да? Так, отчуждая, предлагай. Поговорите с обитателем милости матриарха. Обитателями. Так, Орден считает, что в зоне отчуждения скоро станет крайне опасно, но переселенцы готовы пойти на риск. Поговорите с людьми в милости матриарха, узнайте их мнение. Судя по всему, переселенцы наняли боевых посредников из Суброза, чтобы выплескивать свое недовольство перенаселением. Поставщица Ордена активно предоставляет переселенцам еду и медицинские припасы. Местный врач утверждает, что Орден раздает людям достаточно медикаментов для борьбы с местными болезнями, но вспышки не прекратятся, пока не будет решена проблема перенаселения. Администратор Агарвал посоветовала вам поговорить с голосом переселенцев. Некоторые переселенцы пострадали, пытаясь самостоятельно решить хищный кризис. Это все, что мы узнали. Доставьте сообщение аббата в Форт Шанс. Убейте Эдварда Мортона Дансене. Убейте Яна Дансене. Так, посегментные поиски Пентаптиха. На найденной вами табличке написано, что фрагменты оригинального панно разбросаны по куникулерам станции Золотой Гряды. И если вы посетите их, то сможете собрать сегменты панно и воссоздать его на своем корабле. Класс, мне нравится. Так, но для начала мне нужно прочитать, что там... А как? Так, напарники. Что? Тут надо что-то прокачать, да? Так, когда в отряде есть Найлс, в контейнерах с небольшой вероятностью можно найти много металлолома. Во время путешествия Найлс время от времени сообщает о замеченных врагах, раскрывая их на миникарте, а также врагам становится сложнее вас заметить. Давай вот это тогда. Окей. Так, а у ИНС? Так, принять. Когда ИНС в отряде, употребление еды и напитков помимо лечения дает небольшое количество доз для ингалятора. Когда, так, употребление еды с некоторой вероятностью дают сырую биомассу для создания. Давай вот это. Так, применить. Так, ой, не то вот это. Применить. Так. А у нас по основному заданию что сейчас? Ну, мы прибыли на новую планету, нам нужно найти, короче, чувака, который совещался с нашей этой предательницей. Ну и заодно какую-то новую информацию о предательнице надо найти, как я поняла. Так, а где датапад? Вопрос. О, улучшенный дешифрованный ключ. Это вот эти открывает же вроде, нет? Я уже не помню. Надо их, если что, везде покупать. Так, а еще мне надо пушку улучшить. Я снопу хотела поставить. Так, блин, а где же датапад? Подождите, сводка навык, репутация, карта, дневник. Так, кодекс. А что тут в кодексе? Радио. Нет, это не то. А где? Во, прогноз провидца. Хоть вы и впервые в наших краях, вы должны помочь нам найти врачей-специалистов, которые будут поддерживать здоровье и благополучие жителей милости матриарха. Неважно, получили они должное образование или практикуют нестандартный подход, мы всех примем с распростертыми объятиями. Таксидермист, ловко управляющийся с ниткой и иголкой, живет на территории милости матриарха. Автоматон, ставший жертвой мусорщиков, находится на западе в поместье Блюстительном. Сантехник, эксперт по самым мерзким, но при этом жизненно важным биологическим процессам, сейчас в траншеях на поле боя. Мы благодарим вас за предстоящую помощь, провидец Уайли. Угу, поняла.
Так, итак, куда мне надо идти? С обитателями мы еще говорим. Поговорить с Роллонастом, да? Привет, Добрыч. Найдите автоматона, сантехника, таксидермиста. Прочтите прогноз провидца. Это мы выполнили. Так, в милости матриарха... А милость матриарха это вообще этот район или конкретно вот этот? Просто я не понимаю. Приют... Да, это приют. То есть в приюте нужно найти, правильно? Или нет? Ну да. А, нет, нужно здесь. Таксидермист, а где же он? Как мне найти тут таксидермиста, блин? Странно. Как поживаете, незнакомка? Всегда рад видеть приветливое лицо в милости матриарха. Жаль, что я не могу быть более полезен нашему многострадальному коллективу, и я всего лишь скромный таксидермист. Вы таксидермист? Что-нибудь знаете о зашивании ран и пришивании конечностей? Знаю куда больше, чем тот, кто попромсал вашу подругу. Нужно что-то подправить в этом отростке? Думаете, пара стеклянных глаз и приклеенные рога вам что-то помогут? Чем-то помогут? Что-то подсказывает мне, что вас интересует не моя работа. В чем дело, агент? У меня неприятности? Я ищу врачей-специалистов, чтобы помочь доктору Холлису Бритсли. Что? А я-то здесь при чем? Послушайте, друг. Да, я умею пользоваться иголкой и нитью, но это не делает меня квалифицированным врачом. Данную властью присуждаю степень доктора наук. Что думаешь, Инесс, он справится? Слушайте, тут на всю округу 0 специалистов. Доктору пригодится любая посильная помощь, даже если вы сможете только раны зашивать, это уже бесценно. Будь по-вашему. Вижу, от меня так просто не отстанут, но вам придется хорошо компенсировать мой труд. Прежде чем я дам свое согласие, мне нужны шпрысиные тушки. Несколько, и, пожалуйста, без следов насилия. Я работаю только с качественными чехлами. Не подскажете, где взять? Когда-то поставщиком моих шпрыз была Фрэнки Биллингс, местный зверолов. Понятия не имею, работает ли она сейчас. Ходит молва, что на севере, на территории тети Космос, так что смотрите в оба. Так, окей, таксидермист есть. Надо ему тушек, да, найти. Напоминает одного из разрушителей мифов, кстати, да. Так, что у нас тут? Мы выбегаем отсюда. Можем тэпнуться сюда, да? А здесь что? Зераневая мануфактура. Предлагаю сначала сходить, наверное, по этой побочке, потом на зераневую мануфактуру. Но я, кстати, знаете, что поняла? Что, походу, у меня не совсем на стриме заходят РПГшки. Чего? Кто? Илюшенька, привет. Так что, возможно, я эту игрулю, наверное, буду проходить без стрима.
Заодно у меня будет плюс игрушечка, чтобы я играла. Кто там? Кто-то где-то есть, кто-то шумит, но я не вижу, где. Здесь, что ли? Не. Я понял, что вы сегодня какие-то активные в телеге в разных каналах. Но мы обсуждали важные дела. Maybe on account of them being a giant, malignant corporate entity. Reminds me of the one I grew up under. And that ain't a compliment. I grew up under a corporation like Auntie's too, Niles. You ain't the only one with a sob story. Then you might ought to know better than to throw in with Annie's. They're just like those bit pension bastards we're trying to. Freelancer, please report to your assigned Well, area. there you have it. Do not The interrupt Earth current Directorate operations. saved you, huh? Sure as shit didn't save us. No, suppose not. But you've got choices. Чё они ругаются? Excuses is past. This situation Don't is you look down untenable. your nose at We me. are prepared to Any fight sane Mantisaurs. folk would throw their lot. Way I see it. You lay claim to an entire world? Got something that needs doing, Commander? Короче, походу надо будет девку потом отправить. Мы с ней не будем ходить в походы, когда у меня появится больше компаньонов. Careful wandering the trenches there, stranger. Some board initiates might become confrontational, just to have something to do. Да блин, куда тут идти, не понимаю. Начну духоту, а то не хотелось ТГ писать, так как хотел увидеть реакцию. Какая нафиг аномальные морозы при минус 20? Ну, слушай, у вас-то это типа норма, у нас это холодно. Хотя еще говорили, что будут типа минус 30. Вот. Сейчас вроде уменьшили с минус 30 до минус 21. Второе, тебе еще не говорили про опечатку в расписании стримов на февраль? Что там за опечатка? Нет, вроде ничего не говорили. Что я там не то сделала? This situation is untenable. We are prepared to fight Mantisaurs, or deal with the magnitude of enemy incursion should they attack again. Architect, guide us. Так, вот доктор, кстати. Но он не пойдет, скорее всего, по ходу. I just... That Mantisaur was at least 4 meters tall. Where? Now probably closer to 6. Move on, Freelancer. I've been tasked with only treating enlisted personnel. А, не с ним. Слушайте, окей, ладно, идем дальше. Да я не могу выйти из-за вас, вы козлы. Бладурсги? А, да? Лол. Не, я не видела, что я такое сделала. Кошмар. Там, короче, как по Baldur's Gate я договорилась с Тимом. Он будет после работы где-то часов 8-9. А до этого времени я могу вальяжненько там пока с вами потрындеть, записать любовь, сделать персонажа, да, там же долго вроде. Вот, покушать, посмотреть видосики. Everyone is on edge since that last attack. Honestly, the quiet has made reading far more enjoyable and increased the speed of my living. Принудитель. This is the last bastion of control before no man's land. Perhaps I should peruse Malkin's immutable mathematics again. Принудитель. 4 times. Интересно. Придется потерпеть, подруга. Уборная не работает. Но не боись. Я засор устраню на раз-два. Меня ж не просто так величают санитаром санузлов. Мне кажется, ты выберешь стандартного. Почему? Я хочу своего сделать. Так, поверить не могу, что своими глазами вижу санитара санузлов. Вот зараза. А если бы я только что не нырял по локти в канализацию, пожал бы тебе руку.
Always remember, good plumbing. Да стой, подожди. Toilets clogged this bad, you just know we're at war. Now, what can the pipe doctor do for you? Так, людям в милости матриарха нужна медицинская помощь. Санитар санузлов тоже санитар. Ты что, хочешь, чтобы санитар санузлов занимался реальным лечением реальных людей? Это же лучший день в моей жизни. Кишечник человека, самая компактная и эффективная система канализации. Мечта сантехника. Моя мечта. Вот только, не пойми неправильно, это большая честь, но я не уверен, что готов к такому испытанию. Я в тебя верю. Человеческое тело — величайший сортир, и ему нужен сантехник. Ты правда так думаешь? Ну хорошо. Порой работу врачей приходится выполнять сантехником. Раз милость матриарха взывает о помощи, санитар санузлов откликнется. Увидимся там, подруга. То есть изи. You're now entering an active combat zone. Take all necessary precautions. Почему здесь только воровство? Мне вообще кажется... А, ты прочитала. Ты точно хочешь в Ромео идти? Там же русского так и не появилось. Там это предварительное расписание, оно не точное. Там и резик тоже под вопросом, потому что не факт, что заполнят полоску на него. То есть там такое... Типа оно так и называется, оно предварительное. Но там может все меняться. Так, личные записи аспиранта Бенедикта. Несколько недель назад наш высокоуважаемый командир отдал приказ об отступлении на заднюю линию траншей. Сначала я был шокирован известием о том, что орден уступит такой большой участок земли. После отступления я поговорил с командиром в частном порядке, и он сообщил мне исходные данные и алгоритмы, которые легли в основу этого решения. Я понимаю, что командир дает мне возможность проявить себя, самостоятельно придя к тому решению, что руководство. Но столь сложное обоснование, возможно, мне не по зубам. Ясно, что суть заключается в том, чтобы заманить войска тети на невыгодную для них позицию. Но я не могу ограничиться столь расплывчатой формулировкой. Мне нужно решить задачу в полном объеме. Алгоритмы целеуказания для ПВО очень сложны. И мне понадобится много времени, чтобы разобраться с ними. Ты купил резик, но суть не в этом, а в том, что строка сбора все равно будет, потому что это будет как заказ игры, ты понимаешь? Суть не в покупке игры, ну, не только в ней. Мы же уже это обсуждали. Я в хорроры просто так не хожу. Вы это помните. Вот. А так как, ну, и все хотят увидеть этот... эту игру. Так, стоять. Так, здесь что-то... Нормально. Crimson Desert купил, и я помню, что ты уже объясняла, на каких условиях пойдешь в игру, поняла. Просто 10к рублей выкинул на Crimson Desert? Или на что? Да я сейчас помру! Ах ты,
падла. Ой, давай аптечка. Так, мне надо сейчас посмотреть, какая пушка у меня получше. Так, вот это... Сколько? Урон в секунду 111. Вот это 146. Получается, вот это лучше, да? Да, получается, мы вот эту выкладываем, эту оставляем. А сюда мы поставим снопу. А снопу мы потом еще сделаем. Хотя, блин, мне же на самом-то деле нужно что-то по-тихому их валить. Не в пещеру надо? О, щит. О, щит. Хотя нет, не в пещеру. Я тут, если честно, ни хрена не вижу. Хаски, привет, мой родной. Прости, пожалуйста, что мне пришлось отменить заказик твой. Я это самое... Выполню его в феврале обязательно, хорошо? Дай снова доступ к твоей программе, а то заколебался. Ночь сегодня видео загружать на YouTube. Может, быстрее будет? Оу, щет, драгун. Так, а давайте сохранимся. Подождите. Так, а как новое сохранение сделать? Так, F5 его. Господи, ты чё пугаешь, Дазик? Дазик, это ты там ставишь странные реакции на мои посты или нет, писька? Признавайся. Блин, а у меня же не вкачано это, да? Я не смогу их убить. Они прокачанные. Они, скорее всего, прокачанные очень сильно. Еще и охранная турель здесь. Блин. Не, давайте свалим отсюда по-тихому. Мне тут наваляют очень жестко, я прям это знаю. На какие посты? Там какой-то мудила ставит, короче, кривое свое хлебало на это самое, на мои посты, там, типа, на анонсы, на то, что я там расписание выложила. Я помню, что ты любишь так баловаться. Я думаю, ну это либо ты, либо какой-то залетный челик с розыгрышей, которому не нравятся там мои личные новости. Ай, блин. Ты знаешь, я по какахам. Понимаю. А, разоружение тут взрывчатка 3. Ну ладно. Поняла тебя. Тщательно обглоданные окровавленные останки того, что когда-то, видимо, было солдатом тети Космос. У меня нет наблюдательности, так что я не могу изучить сумку. Поняла. Ничего страшного, все, спасибо. Видео весит 30-50 гигов, у меня есть видео 200 гигов, неделю что ли буду закидывать. Ты ж не это, ты помнишь, что там есть это ограничение. Мы когда лимит там все втроем используем, нам придется докупать его. Говорю сразу.
Блин, что-то в глаз попало. Еспишечка, привет. Давай Даза забаним и посмотрим, как будут после этого такие реакции или нет. Ты такой добрый. Так, какая-то подозрительная штучка тут, нет? Подозрительная или нет? Гадайка упоминалась? Что там упоминалось у тебя? Так, мусорщик-опустошитель тоже какого-то высокого уровня, блин. Так, нам туда. А, ну тут эти... Ой, как они называются? Не катакомбы, а траншеи, типа, да? Вниз бы, кстати, спуститься было бы хорошо. Чего такое? Новый уровень. Опа, поехали. Так, новые очки. Куда мы пихаем? Мне, кстати, двое из ребят сказали, что нужно во что-то одно, типа, вкидывать все очки. Но я что-то так, если честно, не очень хочу. Хотя, с другой стороны, скрытие замков... Да... Блин, подождите, а что мне нужно было в прошлый раз? Я, видимо, что-то хотела, и я забыла, что... Ой-ой-ой-ой-ой. Ё-моё, это надо смотреть прошлый стрим. И что я там хотел? Переговорщик. Для этого нужно речь 9, лидерство 9, да? Наверное, я речь хотела. Тимчик, привет! Спасибо большое. Так, идемте вниз, прыгнем. Да вниз, говорю, прыгай, ты, жопа. Спасибо. Так, нет сил. С начала войны прошло 3 года. Или 4. Точно уже не помню. Сложно следить, когда в любой момент можно словить пулю в голову. Снова схлестнулись с бандитами. Они застали наш патруль врасплох. Нам и с орденом это было тяжело, а теперь еще и эти... Хоть плачь. Сколько бравых солдат мы уже потеряли в этих законом забытых пустошах. Если бы хотя бы половина людей возвращалась из патрулей живой, это уже была бы удача. Пришла очередь моего подразделения. Скорее всего, это моя последняя запись. Передайте моей жене, что... Помоги мне, закон. Передайте, что я ее люблю. I love her. I love her. Тимчик, неправильно проверяешь. Так, а что, больше ничего нет, да? Вот, теперь правильно. Ай-яй-яй. Вау! Меня прям настолько шотнуло, офигеть. А я завтра буду сидеть, делать контент на дни, пока меня не будет. Так что у вас там будут выходить всякие нарезочки, шортики на всех площадочках.
это просто выход, да, я так понимаю. Ну, здесь больше ничего нет. Барсика тискать перед отъездом? Да он что-то вообще меня игнорит, козел. Меня взрывом контузило, или какая-то девица лезет на подведомственную мне территорию аккурат после того, как на нас напали. Офицер, с вами все в порядке? Мы видели взрыв и поспешили сюда. Мы можем как-нибудь помочь мне лишиться всех битов? Воспользовавшись моим бедным положением? Знаю я таких, как вы, сначала подкатываете, а потом шныряете в тенях, как жукососы. Назовите хоть одну причину, которая не помешает мне вас расстрелять. Так, меня прислал орден в качестве жеста доброй воли. Они на вас не нападали. Так, умерьте свой пыл. Орден не имеет отношения к этой атаке, но может устроить следующую, если я захочу. Я агент правления Земли. Если у нас на глазах случается бедствие, мы обязаны помочь. Я увидела, в каком вы состоянии, и решила предложить помощь. Не, давай первым. Правда, что ли? Откуда такая уверенность? Потому что аббат ордена отправил меня сюда в качестве посланника, чтобы убедить вас. Любопытно. У него есть предположение, кто это сделал? Хотя не так уж и важно. У нас все равно не хватит личного состава на ответный удар. Хорошо, допустим, я вам поверил, и что с того? Он хочет, чтобы вы связались с начальством и предупредили дальнейшее обострение ситуации. Серьезно? Предлагаете позвонить тете Клео и сказать: «Приветствую вас, гений всего маркетинга. На связи офицер по критической оценке. Звоню сказать, что у нас все тип-топ? Вы, видать, на солнышке перегрелись». Резонно, но добрые вести не повредят. Может, как-нибудь договоримся? Ладно, раз не хотите помогать мне, может, примите мою помощь? У вас тут полный бардак. А, так вы предлагаете сделку. Вот теперь мы поговорим на одном языке. По вам и не скажешь, что вы разделяете наши привычки. Так уж вышло, что мы и впрямь можем быть полезны друг другу. Обычно я не позволяю себе такие слабости, это дурная привычка, но сегодня я застрял по сами яйца. В последнее время удача от меня отвернулась. То враг внезапно нападет, то мои солдаты убивают друг друга, то кому-нибудь приспичит рваться во власть без разрешения. Все это плохо на мне сказывается, я жрать хочу. Хотите, чтобы я вам помогла? Если сумеете снять с моих плеч хотя бы часть проблем, многие на меня свалились, которые на меня свалились, я передам наверх ваше послание о мире. А если работа вам не по душе, есть другие способы завоевать мое расположение. Убедить меня в вашей порядочности, дать мне стимул, стать на вашу сторону. Могу и поработать, что надо сделать. Бомба, которая в нас прилетела, была начинена зиранием. Она не только поубивала людей старым добрым способом, но еще и вызвала тяжелые последствия. Наш наемный медик по уши в работе, у нее заоблачная почасовая ставка, а треклятые автодоки сдохли от перегрузки. Добудьте компрессионные катушки, которые нужны для починки автодоков. Ее рабочие часы сократятся вдвое, и я передам ваше сообщение. Так, ладно, сойдет. Вы говорили, что у вас целая куча проблем, что еще нужно сделать. Да нет, договорились. Вы же понимаете, что это безотзывная сделка? То есть она имеет обязательную юридическую силу, если вы не выполните... Тут люди гибнут, а он думает лишь о том, как на этом нажиться. Впрочем, неудивительно. У него шлем такой смешной. У меня вчера плохо инет работал, но сегодня Discord спокойно работает. А игры на амазоновских серверах и бета-ТВ сам по себе включился. Ничего себе. Не, у меня, короче, что-то с Ютубом происходит очень странное, но я думаю, там, типа, сам Ютуб виноват. О, приятного аппетита, кто кушал.
Так, но здесь лутать нечего. Во имя справедливого налогового вычета, что вы себе позволяете? Кто вы такая и почему разгуливаете в пункте сортировки пострадавших? Тут офицер попросил меня помочь. Что вам нужно? Помочь, значит? Что ж, это пришлось бы очень кстати. Нам нужны компрессионные катушки. После атаки много раненых и лекарств на всех не хватает. У некоторых еще и тяжелое отравление зиранием, а катушки в автодоках износились. Без них мы не сможем сделать медикаменты, которые нужны для лечения солдат. Так, вам повезло, у меня есть несколько. Какая удача! Вы прервали мою черную полосу. Неплохо для начала, спасибо. Как найдете еще, возвращайтесь. А, еще надо? Ясно. Так хватит блевать, господи. Надеюсь, у вас есть очень веская причина вернуться. У меня с ВК странная. Куки как будто протухают, или он токен авторизации не обновляет своевременно и спустя время пишет ошибку. Хотя все показывает, по логам нашел, что он считывает, но я не авторизован. Приходится чистить куки и авторизовываться заново. Да слушайте, там же может что-то непосредственно со всем этим, как он там называется, типа мировым интернетом, с проводами, там может где-то их что-то где-то перебили, или они замерзли, или еще что-то. Вот, потому что у всех что-то плохо работает, или наоборот начинает работать нормально, при этом на абсолютно разных этих... На абсолютно разных... сайтах. Чего? Что? Чего они? Они не на меня. Лол. Так, что мне нужно сделать? Поговорить с Донбаром. О чем? Что? Что? Мне еще нужны катушки, я правильно понимаю? А где мне их найти? Типа рандомно, что ли? Ну ладно. Так, вот этот вот 200, это туда как раз мне, да? Ой. Тут кто-то помер? Нет? Это что светится? Лунит. Собираем. Так, это можно потрогать? Ой! Ядрить твою налево. Отлично. Так, у меня заканчиваются патроны. Ой, ты нахрен идешь сюда, козел! Что дробаш говна какой-то, не? Я сейчас умру от интоксикации.
pack out. А где пирожочек, которого мы тут стреляем? Пирожок, ты где? А, вон он. Какая же ты шустрая глиста, а? Да капец! Аллилуйя. Так, теперь лутаем. Здесь, я так понимаю, вообще всех солдатов завалило нахрен. Здесь какая-то атака этих жуков была. Это, короче, эти, знаете, последствия... Блин, разоружение. А у меня взрывчатки нет. А! Я, конечно, знала, что она взорвется, но не настолько же. Что там? Короче, напоминает Helldivers, если они не защитили планету от жуков. Несколько недель назад мы случайно повредили емкость зираниевым газом, пришлось эвакуироваться. Мы потеряли нескольких бойцов, ведь зираний чрезвычайно ядовит для людей. Мы думали, что потеряли еще и целый выводок жукозавров, но после устранения последствий утечки выяснилось, что звери никоим образом не пострадали. У них изменился цвет, но никаких других повреждений мы не обнаружили. Дрессировщики, попытавшиеся осмотреть их на предмет травм, были убиты на месте, после чего мы сбежали. Похоже, зираниевый газ как-то повлиял на жукозавров. Помимо изменения цвета, они стали проворнее, сильнее и крепче обычных особей. Кроме того, теперь они совершенно неуправляемые. Поиск способов управления ими и получения прибыли за счет нового открытия требует дальнейшего изучения вопроса. Окей. Так, одежда копателя траншей. Так, ну тут все хорошо. Так, еще кто-то есть, кто-то что-то. Кто-то что-то. Зрачок, отлично. Ой-ой. Сколько тут лута, как приятно. Как приятно. Главное, чтобы какая-то вот эта вот срань не встала. А то я обосрусь, испугаюсь, закричу, и у вас минус ушки. Что-то я не совсем понимаю, что это было. Ну ладно. Носфер, привет. Чё, как оно? Блин, а это я, получается, буду воровать, да? Жаль. Вы видите частично разобранный автодок. Возможно, в нем найдутся полезные детали и препараты. После некоторых усилий у вас получается снять со сломанного автодока некоторые детали. Отлично. Это заработанное. Так, тут что-то... Что тут? А, вот это. Копатель траншеен? Кто? Ты? Так, ну мы тут вроде все сделали, да? Единственное, что мне нужно вот туда. Так, мы здесь трогали все? Мы здесь все трогали. Так, стоп. Я хотела посмотреть, что с пушкой.
Да, у меня реально патроны кончились, ё-моё. Так, давай шквальную штурмовую винтовку. Вроде у меня на нее есть какие-то патрики. Блин, а вообще мне надо тэпнуться в город, да закупиться, я так понимаю. Потому что патриков... Без патриков как-то, ну, вообще грустно будет. От копателя траншейн слышал. Только слышал? Так, сколько там времени? Давайте через полчаса пойдем покушаем. Как вам такое? А у меня там вообще есть что поесть? Вспомнить бы еще. Я уже кушать хочу. Да, хочу кушать. Кушать, кушать, кушать. Я хочу. Иногда вечером. Так, а мне здесь что надо вообще сделать? Поговорить с Фрэнки Биллингс. You seem like a go-getter. Let's consume lunch sometime. Ever read the Middle Manager Handbook? Блин, аптечка, хочется ее украсть. Но боюсь, они нападут на меня, если я что-то украду. Так, хоботочки собираем. Собираем хоботочки. Чат, предоставляем свои хоботочки к осмотру. Верохниды, без сомнений, удивительные биологические организмы. Интеллектуальные способности верохнида значительно выше, чем у жукозавра, а раптидону далеко до его свирепости. Согласно по исследованиям, верохниды чувствительны к определенным кристаллическим структурам. И если удастся приручить такого с помощью осторожных манипуляций с этими структурами, верохнид потенциально окажется куда преданнее псиды. Верохниды также размножаются быстрее всех вышеупомянутых видов, а значит, в будущем снабжение штурмовиков животными обойдется дешевле. Я запросил доставить партию яйцевых мешков в мои покои, где заранее подготовил кристаллы разнообразных форм и размеров. Предполагаю, что верохниды вылупятся и сразу же ко мне привяжутся, а там уже обучу их простым командам. Очень скоро я буду купаться в целом море дифирамбов, а следовательно и битов. Димулечка, привет. Носфер, спасибо большое за 65-й стрим подряд. В смысле, через полчаса? Я уже голодный. Ну ты-то кушай. Ты-то кушай. Я-то чё, при чем? Если они нападут, ты их убьешь, типа самообороны, и залутаешь. Ага, конечно. Ага. Догоню и еще раз залутаю, да? Working hard or hardly working? Working hard for hardly working. Ever read the Middle Manager Handbook? It really shores up the foundation of your fundamentals. Чего? Кто? Где? Так, это я не туда ушла. Мне, может, вот туда надо? Вот этот вот замок на горе? Походу. Это у него 2 трубы канализация такая, что ли? Какие-то ловушки. Так, ну-ка, 3. И куда она ушла под текстуры, блин? Алло! Да.
Ой, да, будь я здорова. Да стой! Да стой, крыса! Крысюки! О, вижу крысу. Да ты падла! Так. Шкура одна есть. Мне там вроде надо несколько шкурок, насколько я помню. Спасибо, чат. Походу, все херня. Почему? Может, просто как бы у тебя очень тяжелый видос, поэтому оно так долго загружается. Ты не думал? Кто здесь так дышит мне в ухо? Капец. Эй, это мое! Ой, извините. Я думала, тут никого нет. Простите. Мне шкурки просто нужны. Вот мясо не нужно, а шкурки нужны. Так, ну, больше вроде ничего не надо. А это что? У-у-у, хорош. О, шкурка еще? В этих местах не часто увидишь нового человека. Чьих будешь? Из ордена, протектората, тети? Я агент правления Земли. Серьезно? Агент правления Земли? Понятия не имею, что это, ну да хрен с ним. А я вот охотница на шпрыз. Симпатичненькие зверьки, но за их жир и шкуры можно выручить хорошие деньги. Когда-то я работала на протекторат, потом на орден, потом на тетю. В общем, кто бы то ни был. Сейчас жду, пока страсти утянутся, когда и посмотрим, на кого работать дальше. Так, таксидермисту из милости матриарха нужны свежие тушки шпрыз. Грегори? Рада слышать, что он еще не откинулся. Он постоянный клиент, очень требователен к качеству шпрыз. Времена нынче тяжелые, так что мне пришлось поднять цены. Жрать-то хочется, а шпрысиное мясо мне не по вкусу. Ты уж извини, но от твоих шпрыз разит бренди. Они что, бухали? О, нет, да. Слишком увлеклась пойлом, пролила чуть-чуть. Не переживай, шпрыз, я почистила. Если у тебя вдруг есть бутылочка бренди Престиж, я бы охотно освободила для тебя от лишней ноши. Блин, а у меня нету его, что ли, да? За кого ты меня принимаешь? Мне обещали качественный товар, а не каких-то второсортных шпрыз. У меня отменные шпрысы! Черт, нельзя, чтобы за моими шпрысами закрепилась плохая репутация. До конца дней же не отмоюсь. Ладно, забирай. И пусть это останется между нами. Так, вы получили предмет мертвые шпрысы. Прекрасно. Это то, о чем я мечтала. Марушечка, привет! Так, все, тут мы все сделали, да? Дальше нам нужно сюда получить... А, нет, это по основному сюжету. По основному сюжету пока не надо. Так, идем сюда сходим, что там будет? Я хочу вот в это здание на крыше, на горе, на крыше, на... Господи, что это, я даже не знаю. Ой, а там все оцеплено. Я, конечно, могу пройти по... А, вот так вот, да? Ага. Я просто не помню, что от чего избавляет. Так, а где тут? Праймер, который мгновенно восстанавливает немного здоровья, еще немного постепенно. Так, нет, не это, вот. Гаджет технического замедления времени. При активации замедляет время вокруг вас, что дает вам возможность подумать и выбрать безопасный подход.
Так, временный щит, который поглощает все виды входящего урона, а также отражает зрение и другие опасные вещества. Во, вот это мне надо было. При активации выбрасывает на крайне маленькую дистанцию сгусток очень взрывоопасной слизи, которая наносит коррозийный урон, растворяет трупы, чтобы никто их не нашел и не поднял тревогу. Нет, мне вот этот нужен. Вот этот. А это что? Пип? Пип. Это пип. Так, бежим. Что-то щита надолго не хватило. У меня тут было как-то ночью, будто раздуплился и за ночь 3 видео залил. А так одно видео и все. Приходилось закрывать принудительно YouTube, чтобы потом снова продолжить. Так, ладно, получается, мы, походу, тут не пройдем. Щита не хватает, чтобы пробраться вот здесь. Хотя, на самом-то деле, очень интересно. Что там? Но, видимо, надо как-то щит, что ли, прокачивать. Да почему ты? Ну да, здесь не полутаешься, короче. Ой, я опять кастанула щит. Найс. Я думала, я отключила его наоборот. Блин, ну я... Блин, а как забраться на эту гору? Я понять не могу. Ладно, пойдем по дороге, может быть, найдем что. Overheard what you said earlier, that nobody wants Auntie's choice here. Maybe not right now, but that tune will change once these folks see just what we're offering them. Freedom. Я не понимаю, чувиха уже в моей команде, и она все равно работает на тетю Космос и агитирует. Это как-то так странно вообще, пипец какой-то. Так, порт стойкость. One step more and you die. Так, кто у нас тут? Эй, незнакомка, прошу, помоги мне. На меня повесят преступление, и я буду до смерти драить канализационные отстойники, а потом мой труп перемелют в кашу. Правда, не с тем начальством повздорила? Нет, ну, насколько я знаю. Даже если так, это какой-то очень странный способ наказать меня. Просто было перевести в другое место, к чему такие меры. Они считают, что я убила сотрудника, и даже не слушают, что я говорю. Просто хотят закрыть меня тут и потом отправить в канализацию. Кажется, ты говоришь правду. Почему тебя обвиняют? Не имею ни малейшего понятия. Я не ввязываюсь в неприятности. Добросовестно работаю, делаю свое дело и не жалуюсь. Если честно, мне даже нравится начальник Кади. Он ставил дополнительные смены, если попросить, а зарплату удерживал только если ты очень серьезно напортачишь. А иногда даже прикрывал просто так, если ну очень надо отбежать в сортир. Я бы никогда не навредила начальнику, даже если бы мне за это заплатили. У кого был мотив и возможность? Я думаю, никто не убивал Кади. Я была рядом, потому-то все и думают, что я его убила. С ним было все в порядке до тех пор, пока он вдруг не распух и не умер. Ну как, он распух? Кади вечно говорил, что это может случиться, только вот почему именно сейчас? Поподробнее. Мы обедали на посту. Кади попросил попробовать его порцию, потому что вкус ему показался странным. Я попробовала, все было как у меня, а потом Кади вдруг начал пухнуть, посинел и умер. Я подняла шум, все сбежались к нам, увидели труп и меня, целую и невредимую. Так что сотрудник службы безопасности Абнер обвинил меня в убийстве и бросил сюда. Почему он умер, а ты нет? Да не знаю я. Мы ели одно и то же. Совершенно одно и то же.
из одного котелка. Это был суп из шишкача, который в консервных банках. Но Кади сказал, что именно это и случится, если он съест мясо крабня. У него была ужасная аллергия на крабней, только в супе из шишкача нет мяса крабня. Ты уверена, что в еде не было мяса крабня? Да, Кади всем говорил о своей аллергии неоднократно, снова и снова. Постоянно. Ему бы никто крабня не предложил. Но умер он именно из-за аллергического приступа. Мне нужно, чтобы ты поговорила с офицером Абнером и напомнила ему об аллергии. Пусть обшарит мое снаряжение, мясо крабня он не найдет. А суп еще остался? Нет. Дело было несколько дней назад, и весь остаток супа вылили. Даже не знаю, смогут ли врачи определить, что Кати умер от приступа аллергии. Я попробую. Ты же ассасинов не удаляла? Нет. А что такое? Может, ее просто наняла, а по факту ей движет космос? Может быть. Либо Эля и есть космос, дева космос, а она по привычке путает. Азм есть космос. Азм есть космос. Здрасте. Эй, побитая лихачка. В борьбе с врагами тети вы получаете целый град синяков и ударов. Мы чествуем вашу жертву победой в войне с высокими ценами. Welcome to Bonnie's barely above board battlefield bazaar, brought to you by Auntie's Choice. We know consumers are highly discerning in how they. Мне очень нравится, как здесь озвучили героев. Даже просто NPC в каком-то форпосте. Приедешь, будем пробовать сохранение перекинуть. Но мы можем сделать это, пока я не уехала. Космос — это дюжев. Понимаю. Ого, вот это скидка, вы точно на плаву останетесь? Только если вы никому не расскажете об этом потрясающем предложении. Я разорюсь, если буду всем давать такую большую скидку. Сдается мне, она втирает мне какую-то дичь. Зираневая жукаса. Корабельный питомец при покупке автоматически отправляется в зверинец. Купим? Или нафиг его? Так, дешифрованный ключ нам нужен 100%. Так, ой-ой-ой, здесь нет нужных мне патронов. Ядрить твою налево. Пулемет с охлаждением, обрезанный ствол. Давай купим. Устройство отслеживания. Не, это мне не надо. Пулемет с охлаждением. Да не, у меня пока там эта штука есть. Не будем пока ее брать. Раневая жука. Ладно, пока не буду брать. Я не знаю, питомцы норм, не норм. Надо, не надо вообще. Ключ от хранилища Бонни. Вскрытие замков 8. Охренеть. Так. Бренди от тети Клео и Ко. Мне еще последнюю локацию пройти надо? А, окей. А зачем тебе мое сохранение, я не поняла. Украсть дымовая граната. А что, тут ничего больше нет? Так, наверх давай. Их надо будет кормить после каждой миссии? Думаю, нет. Что-то тут краска какая-то. Так, ну здесь больше ничего такого нет на самом-то деле. Да и наверху, наверное, тоже нет. А их надо будет... это я прочитала. Это я прочитала. А зачем здесь все зеленым покрасили? Я понять не могу. Так, металлолом. Мне какие-то катушки нужны. Я так и не поняла, где их найти.
Приветствую, потребитель. Если вы еще не воспользовались благоприятной возможностью, которую представляет наша розничная торговля внизу, советую это сделать. Вы пришли насладиться видом? Я пытаюсь помочь доку из форта Шанс. Ей нужны компрессионные катушки. Вам не попадались? А как же попадались? Я здесь каждую 5 земли знаю, так что готов продать вам сведения. Скажем, 250 битов за каждое место. Ха, ладно. Капсула упала в области, где живут очень злобные ползучие твари. Отмечу место на вашей карте. Еще есть? Последняя точка, местечко хрустальной вышкой. Окей. Взлом 3 нужен. Угу. Ты ведь тоже наша рыбонька. Получается, тебя тоже надо после каждой миссии кормить, чтобы не померла с голода? Ну, получается так. А вы меня не кормите. Как теперь быть? Что будем делать? Блин. Это такое хочется полутать, а здесь в основном все воруется, да воруется. Мы только один продукт производим. Какой? Поршень пневмоцилиндра. Давай своруем, окей. Не какие-то еще эти, давай, ладно. Две штуки я украла. И вот это тоже возьмем. На-н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 а. Мы уже собираемся идти кушать или еще полчасика? Сейчас еще полчаса и пойдем кушать. Я уже кушать хочу. Ага. Уже на мусорке побирается. Вот такая жизнь стримера, понимаете? Ой-ой-ой-ой-ой! Простите, простите, Галя, у нас отмена. Меня спалили. Я думала, я тихонечко сейчас так это со шкафчика стыбзю. Упс. Упс. Странно, почему-то там не засчитала, когда я лазила по помойкам. А этот засчитала. Прикол какой-то. Жаль, очень жаль.
Так, ну тут, блин, мне нужно где-то найти патроны. Или, может, самой сделать. А я могу делать патроны? Или нет? Так, компактные боеприпасы, магничка, фугасная мина. Блин, это все, что я смогла сделать. Ну, вернее, могу. Грустно, конечно, и невкусно. Грустно и невкусно. На-на-на-на-на-на. Thank law, Fort Endurance still stands. We ought to check in. Word on the street is you're all fired, goal-oriented. О чем мне девка сказала? Надо с кем-то поговорить. Well, what have we here? You couldn't look less Auntie's choice if you tried. So what are you doing in our fort? Я просто мимо шла, и ты показался мне интересным, вот я и подошла поздороваться. Что же в моем лице заставило тебя решить, что я ищу кого-то, с кем бы лясы поточить? Уходи, я занят. Зачем ты вернулась? Я поговорила с подозреваемой, вполне очевидно, что она не виновата. Естественно, она тебе так и скажет. Ты правда думаешь, что все схваченные преступники просто признаются в содеянном? Исходя из ее слов, вероятность смерти Кадди от аллергической реакции очень высока. Нет мотива, нет способа, нет метода, значит, нет и убийства. Он умер от аллергии. Что? Этого не может быть. Я сам эту похлебку сварил, мы все ее ели. Именно так, но лишь у него одного была смертельно опасная аллергия на крабни. В похлебке могли оказаться части крабня? Какая нелепость. В этой похлебке был один консервированный шишкач. Похлебку я... О, нет. О, закон милосердный. Ты же сказала крабень? Да, похоже, что все были в курсе, что у него была аллергия на мясо крабней. Почему мне вдруг подумалось, что ты точно знаешь, что произошло с начальником Кадди? Ну, он всем говорил об этом. Но это ведь не значит, что она у него действительно была. Видишь ли, Кадди был, как бы сказать, жалобщиком. Он жаловался на еду, на погоду, на свою койку, на все подряд. А еще он племянник какого-то там младшего администратора. И если ты давал ему повод для жалоб, то он шел к дяде, и на твою голову потом обрушивалась кара небесная. Значит, ты отравил его крабнем? О, закон, конечно, нет. Не нарочно, по крайней мере. Большая часть этих жалоб ничего не значит. И была просто поводом побурчать. Но если ты слишком сильно давал... Чего? Поэтому большинство из нас его игнорировали и считали пустобрехом. Никто даже не задумывался о том, что будет, если добавить в похлебку крабневое мясо. Ты знал, что у него аллергия, но все равно добавил в похлебку крабневое мясо? Что? Нет, это была случайность. Никто бы не стал, точнее, никто специально бы не стал. Закон, да его дядюшка меня в чистильщики неостановленных этих пустят. Если только... Эй, не хочешь подзаработать? По-серьезному. Заодно поможешь сохранить в секрете несчастный случай, который оборвет человеку карьеру, если про него узнают. Я слушаю. У нас есть кислотные дематериализаторы, и ими мы растворяем навоз жукозавров, чтобы он не привлекал к нам местную фауну. Но они работают на любой органике, вообще любой. А это значит, что если кто-нибудь использует дематериализатор на трупе Кадди, то не будет ни тела, ни вскрытия, а следовательно, улик и дело тоже. Расследование на этом и закончится. Я бы и сам сходил, но мой босс предупредила, что у нее едет... что уже едет сюда с внезапной проверкой, поэтому я не могу. Но ты найди этот дематериализатор, раствори тело, и я хорошо тебе заплачу. Что насчет Бордо?
С нее сняты все подозрения, разумеется, никаких больше вопросов. Она выходит на свободу, ты получаешь биты, и я продолжаю дальше жить своей жизнью. Договорились? Блин, насколько вероятность велика, что он меня обманет, и все равно Бордо будет виноватой? Зачем мне твои сохранения? Наоборот, мое сохранение тебе отдать? А, поняла, хорошо. Ладно, я с этим могу помочь. Хвала закону. Ты найдешь Кадди в башне, но тебе придется прокрасться мимо охраны. Мы же не можем просто так огласить цель твоего визита. Затем возвращайся и скажи мне, что у меня больше не осталось улик, на основании которых я бы мог удерживаться. Бордо под стражей. Господи, что? Заберите кислотный дематериализатор. А куда надо идти? В башню? Сойер, здорово. Найти труп начальника Кадди. Ты там спишь уже? Да нет, вроде. Давайте этот квест завершим, и я пойду есть, окей? А где дерматолизатор этот, или как он там? Ой! Ты чего орешь-то, дурак? Пугал меня. А, так мы нашли тело, а мне нужен этот дермолизатор. А где он? Дермолизатор. Блин, этот стелс в играх великолепен. Так, мне нужен дермолизатор. Дермолизуйте начальника Кадди. А, я поняла. Это вот это, да? Так, нужно, чтобы он отошел. Да отвали. Блять! Ну началось. Термализатор. Что за капропоклонники? Это из культа пиписик осталось, да. Так. Да как? Я до этого проходила нормально, все было. Что началось? Капец, говнина. Как всегда, первая попытка идеально, дальше просто провал за провалом, да. Есть такое. Да ну это прикол какой-то. Почему? Тоже нужна стримерская панель с хоткеями, чтобы быстро использовать мемы.
Кажется, он возвращается. Я слышал, что пропал труп. Уверен, что это застало врасплох и тебя, и меня. Спасибо тебе за помощь. Сегодня тебе удалось спасти 2 карьеры и, наконец-то, завершить это несчастное дельце. Оно завершится только в том случае, если ты заплатишь мне и отпустишь Бордо. Конечно. Неоплаченные долги разрушают нашу личность и общество тети в целом. Это жуткая история, и так чуть было не разрушила и то другое. Как бы то ни было, об этом деле теперь напоминают лишь строчки в журнале. Бордо свободно, вот твои деньги, а значит, на этом мы расстаемся. У тебя получилось! У тебя правда и получилось! Глазам своим не верю! Спасибо, спасибо, спасибо! Я так рада выбраться из этой проклятой клетки! Я не могла просто стоять и смотреть, как на невинную сваливают чужое преступление. Ха! Спасибо в кошелек не положишь, а вот биты... Хотелось бы мне благодарить тебя битами, но я все еще расплачиваюсь за форму и еду и тюремное заключение. Но я всем про тебя расскажу. Ну, что-то как-то, блин, хз. Поработала практически за спасибо. Так, тут мы вроде все сделали, да? Забрать компрессионную катушку. Так, это основной сюжет. Еще одна катушка. Вот здесь автоматон, да? А мне вообще бы сходить на базу вот сюда и купить патроны. Роллтроник, здорово. Ой, что-то у меня живот заболел. А где здесь вообще, кстати, магазины? Вопрос. О, кстати, с таксидермистом надо поговорить. Так, а где он? Он где-то здесь был. Вот он. Удалось наловить шпрыц? Я принесла вам шпрысиные тушки. С учетом всего качество хорошее. Поистине, Фрэнки нет равных. Можете сказать доброму доктору, что я скоро подойду, вооружившись иглой и ниткой, циркулем и банкой со стеклянными глазами. Заранее спасибо за медицинскую помощь, которую вы окажете беженцам. Нет, это вам спасибо. Всегда приятно привносить страсть в чью-то работу, даже когда эта страсть слегка нездоровая. Саныч, привет. До встречи, агент. Так, с этим чуваком мы тоже решили. Так, дальше что у нас тут? Поговорить с Ролло, вернуться к доктору. Ну, к доктору еще рановато возвращаться. Подождите, а тут реально нет магазинов? Что за фигня? Блин, прикол. Scienticians around the settlement inform me you've made some inquiries. Good, good. Continue poking around further, though. Have you spoken to all representatives of the Order? All of the displaced? The Doctor? Well then, if you need me in the meantime, I'll be here, up to my ocular organs and requests. Yes. I haven't... Да блин, а патроны где? Fucking share. Что-то я не вдупляю. Короче, этот пост, походу, говна. Здесь у нас пост говна. Так, поговорить с Ролло Настом. Пошли поговорим.
Здравствуйте. А вас не было ни слова в моей свежей персональной проекции от Ордена, ну, в прогнозе. Правда, и в основном пропускают ту часть, что не охватывает вероятные опасности, так что, возможно, намек на вас был, но косвенный. Тогда это означает, что вы не представляете угрозы, и это хорошо, верно? Да, думаю, это хорошо. Провидец Неофит Викираж говорил, что вы удачно воспользовались прогнозом от Ордена. А то! Я стараюсь не строить серьезных планов, пока не ознакомлюсь со свежим ППО. Первый раз я взял ППО в шутку, там было написано «Ролл», наш провидец предсказал, что вы сегодня вам нужно носить шлем. Я одолжил один, схемы ради, смеха ради. Сразу после обеда на скале выше подул ветер, с высоты 100-502 метра сорвалось псевдояблоко и упало прямо мне на голову. К счастью, моя черепушка была прикрыта. Насколько точны прогнозы Ордена? Если вас интересуют точные оценки или проценты, поговорите с ними. У меня есть только, так сказать, анекдотическое свидетельство. Несколько раз я мог понять и не мог понять половину прогнозов. Например, избегайте всего, что представляет целые числа. В итоге я все еще здесь, а мой сосед Айк нет, так что, полагаю, их прогнозы достаточно хороши. Это могло быть и совпадением. Да, но за 9 ППО меня как минимум 3 раза предупреждали о подобном. Чуть не утонул в водопропускной трубе, уберег себя от аллергии на жукозавров, про другое не помню. Такие моменты лишь подчеркивают хрупкость человеческой жизни, особенно здесь, на Золотой Гряде. Мой сосед Айк тоже получил ППО, где ему было сказано избегать жидкости в течение 48 часов, он не послушал. Позже напился, заснул лицом в луже и захлебнулся. Вы хотите сказать, что прогнозы помогли? Вы разве не слушали, когда я говорил, что они спасли мне жизнь? Мне кажется, быть живым намного лучше, чем мертвым. Образно выражаясь, это вполне весомый плюс. Я не знаю, почему другие переселенцы не спешат ими воспользоваться, но я не то чтобы жалуюсь, мне и так пришлось долго ждать с последней ППО. Так, я вроде всех расспросила. Или еще кто-то был? Да не, вроде больше никого нет. О, господи, я испугалась! Stranger? Господи! Как же я обосралась! Саныч, спасибо тебе огромное за сабскрайб. Добро пожаловать в Волчью стаю. Наши лапки в твоем распоряжении. Уважение от стримера чатика. Прекраснейшие смайлики. Тебе слюнявенького. И волчья уф от стаи, если они не ленивые жопки. Че, пугливая от того, что голодная? Besides, to put it, but with effort, patience, and good. As with probability, there is an. А кого я еще не опросила? Ладно, в любом случае продажников тут нет, да, нормальных. Хотя, может, в товаре из переулка, не, ну там тоже вроде. Ладно, пошли посмотрим. Но думаю, там нету нужных. What fine contraband might I supply you with this day? Savior might be if you perhaps find yourself over that. Не, патронов нет. Капец какой-то. Так.
Мне туда надо, да? А туда не тэпнуться. Ну, хотя можно тэпнуться сюда и потом добежать. Хотя, с другой стороны, мне же нужно это, да, идти кушать. Может, сегодня ультракороткий? Почему ты хочешь от меня избавиться? У меня 10 дней не будет, Лёш, ты офигел? Ой. Мне надо оббежать это место. Ай. Ой, тут лутика сколько. И все не наворованное. Ой, как хорошо. Ой, как приятно. Ой, ну хоть где-то полутаюсь нормально. Ты кушать не идешь. Да, не иду. Да я поиграть хочу. Мне на самом деле так игра нравится. Она такая залипательная. Но, видимо, из-за того, что это РПГшка, чату не нравится. Мне кажется, я вообще в последние неделю... Короче, все, что после Mass Effect, вам не нравится. Вам нравится только Mass Effect. Блять! Растяжка! Ай! Оу, да ну, а у меня есть аптечка? Да ну. Я на фоне просто. Так все на фоне. Вот. Но я заметила, это не первый раз такое, когда вот я играю во что-то, что мне нравится, ну, помимо вот градостроилок и стратегий, да, зачастую это вот такие вот РПГшки с открытым миром, с отыгрыванием ролей. Но вот, допустим, Абоба. На Абобе тоже, типа, помер чат вообще нафиг. Хотя там, я помню, было очень много новеньких фолловеров вроде, которых мы больше никогда не увидели. Так, и где мы, что мы, куда мы? Ладно, давайте тут останемся тогда. Сохраним игру. Новое сохранение. Игра сохранена. Идемте кушать. Так, ВК, YouTube, перебирайтесь к нам на Twitch. Мы идем смотреть видосики. Спасибо большое за то, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. А, ну у нас еще и онлайн упал. Ха-ха-ха, понятно. Понятно, понятно. Все. YouTube, ВК. До встречи.